Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Вы смотрите канал Альбатрос. Меня зовут Александр, фамилия моя Полуполтинных. И пока народ собирается, я так неспешно начну. Сегодня у нас в Анапе ветер наконец-то утих, и даже сегодня пошел такой мелкий-мелкий дождик. Я как раз в магазин ходил, делал хозяйственные всякие покупки, продукты. Вот. Ну, началось все с того, что я сегодня проснулся, а вчера я плодотворно так поработал, сделал 2 ролика музыкальных. 2 музыкальных ролика. Один, значит, песня "Мэрилин", и второй про Анапу "Морская фиеста". Сегодня утром первым делом, конечно, открываю свои сообщения и вижу, людям очень понравилось. То есть, как-то так активно меня прокомментировали, сказали спасибо, что замечательная песня, что это гимн Анапы, что у людей сразу же повысилось настроение с утра, потому что я запрограммировал, чтобы ролик активировался утром. Вот. И вот так вот получилось здорово. И у меня настроение улучшилось. Думаю, вот как все-таки хорошо. И потом, конечно, завтрак, просмотр новостей, просмотр новостей и потом какой-то такой творческий порыв. Ну, меня же люди подбодрили, как-то стимулировали, и я написал еще одну песню. Вот, причем я думал, что я мало времени на нее затратил. Ну, сел где-то в час и так вот погрузился в этот процесс. Казалось, что вообще время летит моментально. Ничего вокруг не видел, не слышал. Это еще до магазина, кстати. А потом, когда на часы глянул, да уже 4 часа, почти 4 часа. Думаю, ничего себе я поработал. Вот, поэтому, ну, какая-то песня. На злобу дня, друзья мои, на злобу дня. И это про события, которые нас сейчас тревожат, которые вот прямо с нами и вокруг нас. Это специальная военная операция на Украине. И вот песня про это. Песня, я бы сказал, такая антивоенная, но почему бы нет? Я как раз в предыдущем своем стриме говорил, что наши анапские поэты, они как-то молчат. Молчат. Более того, в группе WhatsApp они там только постят и постят и постят и постят вот те самые пропагандистские материалы, которые у нас льются нам как из помойного ведра нам на головы. И когда я им сказал, что, ребята, а вы своей головой не пробовали думать как-то? И как поэты, а у нас поэт в России всегда, поэт у нас как колокол на башне вечевой в дни торжеств и бед народных, сказал поэт, да? Думаю, где ж ваш-то колокол? Почему он молчит? Почему вы язык-то засунули колокола куда-то туда, где ему нет простора никакого? А, ну, сам про себя думаю тоже. Нет, я тогда не думал, видимо, подсознание все равно работает. И я так подумал, думаю, а я-то почему молчу? Я ж тоже поэт.
И вот сегодня вот родилось такое стихотворение, песня. Но я не знаю, вот я сегодня не знаю, как пойдет наш стрим, не знаю, как пойдет наш стрим, и, может быть, я спою, но вообще я как бы не планирую сегодня петь. Я хочу сделать такой клип. Вот солнышко появится, а может быть и солнышко не надо, потому что песня такая мрачноватая. И поеду на море, поставлю там камеру на треногу, сниму клип на фоне моря и потом, конечно, его оформлю, покажу. Вот. Чем я еще вчера занимался? Вчера я делал ролик, тот, который материалы снимал вот в субботу. В субботу я снимал, меня мой коллега по общественной организации «Анапчане» попросил снять номер танцевальный. Он главный участник, у него партнерша, и они с ней танцевали. Я снимал, и я сделал ролик. Ну, я его, конечно, покажу. Сначала покажу заказчику Евгению Юрьевичу. Пока сейчас я его только вот закончил, и сначала он немножко у меня отлежится. Я его потом пересмотрю и, может быть, увижу какие-то недочеты. Ну и пошлю Евгению Юрьевичу и его партнерше, чтобы они тоже посмотрели, оценили и высказали свое мнение. А потом я свои какие-то возникшие замечания сравню с их замечаниями, ну и попытаюсь улучшить этот ролик. Друзья мои, я эфиры свои, когда провожу, я всегда рассчитываю на вас. Хочу, чтобы вы со мной тоже общались в чате. Вот у вас есть возможность писать в чат. Я буду отвечать потом на ваши вопросы. И также вы можете выйти в эфир. Ссылку я вот буквально сейчас поместил тоже в чат. Вы можете в чате ее видеть. Вам стоит на нее нажать, и вы не сразу, не бойтесь, вы не сразу выйдете в эфир. То есть я сначала в своей студии увижу, что вы желаете поговорить, и я вас включу. Вот. Важно, чтобы все работало, потому что случаи такие были, когда люди пытались выйти, но у них как-то не получалось. Один стрим у меня был очень такой интересный, и я тоже получил там очень хороший опыт. Один человек тоже, значит, пытался законнектиться. Я в своей студии, ну, и у меня тут экран и еще несколько экранов. Я вот в этих вспомогательных экранчиках увидел, что кто-то, значит, просится выйти в эфир, но я не видел человека, который. Я подумал, что у него просто не включена камера, не включен микрофон, и все это как-то не работает. Но я, тем не менее, нажал, тоже ничего не увидел у себя на экране. А потом, когда пересматривал эфир уже в записи и увидел его. И оказывается, и звук, и камера, все работало, поэтому надо всегда уточнять. И если вы тоже себя увидели, потому что он сам себя увидел на экране тоже, а я не видел, и поэтому посчитал, что человек не вышел в эфир, и разговора не получилось. Итак, у нас уже, значит, Александр Ром. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Московская область. Николай Эль, скажите, а из вашего ближайшего окружения как относится к спецоперации? Как я понял, по теме ковида у вас мнения с друзьями и близкими несколько разнятся. Да, вот знаете, первую такую разделительную демаркационную черту между мной и окружающим миром провел именно ковид. Это была как-то такая
подготовительная, что ли, ситуация. И я думаю, не старались ли наши кремлевские стратеги именно как-то разделить людей вот по этому признаку. То есть ваксеры, ну, и вернее, те, кто за вакцинацию, и антиваксеры. Очень была сложная обстановка, конечно, тоже. И мой круг, с которым я здесь общался, это клуб позитивного общения, это Алексей, там Саша Питерский, другие там ребята, с которыми мы очень дружили и способны были обсуждать самые разные темы, любую тему. Мы как-то друг друга понимали, потому что дискуссионный клуб, клуб позитивного общения, он не должен вносить какой-то раздрай между людьми, даже если люди каких-то противоположных взглядов, но ничего страшного, наоборот, я видел в этом очень положительный момент, потому что можно было возможность, во-первых, увидеть человека других взглядов, во-вторых, задать ему вопросы, потому что иногда смотришь на человека, думаешь, ну, он, наверное, заблуждается, потому что он вот здесь вот, значит, да, рассуждает правильно, а вот с этой стороны, если ему задать вопрос, то как он прореагирует? И вот мы вот так вот вели такие беседы интересные, ну, вы видели их у нас на моем канале. Это было до ковида. А потом, когда вдруг грянул ковид, и сначала это вроде бы ничего такого не случилось, но кто-то соблюдает правила, кто-то носит маску, кто-то не носит, мотивируя тоже и объясняя чем-то. А потом появилась такая вражда. И я сначала так приобалдел немножко, потому что, ну как так, из-за такой мелочи и вдруг люди становятся далеки друг от друга, разобщаются. Потому что общение, да, у нас клуб позитивного общения, то есть соединение разных, что, во что-то общее, общение. А когда появляется разобщение, все, одни ушли в эту сторону, а другие в противоположную. Но лично для меня антиваксеры, они не стали какими-то личными моими врагами. Я просто стал относиться к ним, ну, с уважением их точки зрения. Но то, что испускали они в своих каких-то репликах, группа у нас есть, тоже в этих, в WhatsApp. Я понял, что они к тем людям, которые придерживаются вакцинации, они относятся достаточно так нелицеприятно. И где-то даже с издевками. Они говорили, что вас чипируют, вас утилизируют, вы проживете только год и 2, потом загнетесь. Вот признайтесь, что это слушать как бы неприятно. Вот. Но это все равно можно терпеть. И, в общем-то, общение у меня с ними не прервалось, хотя я и перестал ходить на клуб позитивного общения. Но опять же из-за этого, потому что вроде бы как волна вируса спала, потом эта дельта пошла, которая была вообще там жуткий вирус, от которого вот у меня сестра в Чите умерла. Потом омикрон, который менее заразен, но тоже хрен его знает, как он себя поведет.
в организме. И это можно было все терпеть. Но потом вот наступило 24 февраля, и это уже, друзья мои, серьезно. Это серьезно, и государство наше к этой теме гораздо серьезнее стало подходить. Если, значит, оппозицию они как-то вот даже по ковидным этим делам пытались нейтрализовать, да, придумывая там различные судебные разбирательства по нарушению санитарных норм, да. То есть вышли люди на какой-то митинг, собралось там человек 50-100. Ага, все, значит, этим организаторам огромные штрафы или сроки, участникам тоже там по головке не гладят. Вот. А сейчас более серьезная обстановка. Смотрите, люди уезжают, люди просто вынуждены. Я сегодня удивился, мой один из таких уважаемых мною ведущих радио «Эхо Москвы», Курников Максим, сейчас в Германии, уехал в Германию. Его спрашивают: вы там будете уже жить? Он говорит: нет, пока еще не выбрал страну, но тем не менее в Россию он пока возвращаться не собирается. На Невзорова завели уголовное дело, дали ему уехать. Дали уехать. Воспользовались таким моментом, когда человек уехал за границу, он не хотел никуда там сбегать, он просто поехал провести концерт. И вдруг прилетела уголовочка, как говорится, завели. Вот сегодня я смотрел интервью с ним на телеканале «Настоящее время». Он размышляет тоже, возвращаться ему, не возвращаться, но говорит: мученика из меня уже не выйдет, такого, как Алексей Навальный. То есть сейчас у нас есть уже человек, который проявил себя как гражданин, как герой, и он сейчас находится в тюрьме. Вот Невзоров говорит, что мне на эту роль уже не стоит претендовать, потому что навряд ли обо мне будут говорить так же много, и как о Алексее Навальном. Вот говорят. А на свободе находясь, хотя и за границей, я еще повоюю с этим режимом, сказал Невзоров. И я тоже думаю, что все-таки в тюрьму сесть всегда политик может. Вот, а вот так вот использовать дар слова можно, в общем-то, и из-за границы. Я сейчас, пока эту фразу говорил, вспомнил, я в свое время, когда работал в газете, я писал очерк про Владимира Ильича Ленина. Назывался он «По тюрьмам и по ссылкам». Я там собрал все факты, описанные в литературе, исторической литературе, отсидок Владимира Ильича Ленина, вот, где он там сидел, он там в Польше сидел, и в Питере сидел, и, ну, понятно, Шушинская. И он всегда был готов сесть в тюрьму. Его как-то брат, однажды он куда-то там собирался и чего-то там это, я сейчас не помню точно
детали. Вот. А брат Дмитрий его спросил: "Ты чё, Владимир, так тщательно там укладываешь вещи, там как будто бы в тюрьму собрался?" А он говорит: "А в нашей, стране, ну, в России, всегда есть, возможность сесть в тюрьму". Вот. То есть, для него, а этот человек, в общем-то, действительно велик, он велик и ужасен, как, Гудвин, да, но тем не менее он не боялся. Не боялся и был готов сесть в тюрьму. Вот, поэтому для политика, конечно, у нас потом-то, да, в советском правительстве там через одного были, кто прошел тюрьму, и Дзержинский тот же, да, и прочее, прочее. Вот. Но это ладно. Так вот, я о чем? Что сейчас более серьезная такая обстановка, более серьезная. И государство нам дало понять, что все шутки какие-то прекратились, и никого не щадят, и это очень серьезно. И люди уезжают, люди уезжают. Вот Чубайс уехал. Сейчас вот обсуждают, Чубайс уехал, Чубайс. Многие люди его ненавидели. Но его почему-то держали. Держали, и он на должностях был таких серьезных, да, как вы помните, в России. И последняя его должность была тоже, он там был какой-то э, советник, да, по международным делам. Ну вот взял и смылся. Вот. Люди некоторые задаются вопросом, а как же он же там нанотехнологиями занимался, наверное, носитель каких-нибудь государственных секретов. Нет, отпустили. То есть государство отпускает, проявляет таким образом, ну, какую-то гуманность, да, милосердие. А может быть, это и, так скажем, последняя услуга. Последняя услуга такая. Потому что Путин как сказал? Хотели бы отравить, отравили бы, да, когда ему задали вопрос про Навального. Вот, поэтому государство тоже так вот играет в кошки-мышки, но когда оппозиция заигрывается, то все, мышеловка захлопывается. Невзоров очень был дерзок, прям в своих высказываниях. Но даже он говорит, я использовал свой потенциал не на 100%. То есть я выражал очень смело свои мысли. Смело, беспощадно. Но не все я говорил. И вот теперь он, не знаю, неужели он скажет то, о чем он молчал? Увидим, послушаем. И отвечая на вопрос Николая, из ближайшего окружения, как, кто относится к спецоперации? Ну, мой брат Юра, он поддерживает. Он на 100% поддерживает. И в "Одноклассниках" он постоянно, постит, какие-то открытки, с изображением буквы Z и лозунги, поддерживающие политику Путина. Ну, мы с братом немножко уже, из разных поколений. Он на 16 лет меня старше. И, конечно, ему менять на переправе, как говорится, лошадей. Сейчас у нас как раз, да, такая переправа. Берег левый, берег правый. Кому что там? Кому воля, кому слава, кому темная вода, да? Что такое? Так вот, все так. Поэтому ему менять как-то и не с руки. Зачем?
Он в свое время, да, он в свое время очень круто поменял. Это как раз был 91 год, когда он просто свой партийный билет, он просто бросил на ступеньки крайисполкома Краснодарского. И это был поступок с его стороны. Это тоже был такой поступок, когда люди осознавали, что происходило раньше, что нас ждет впереди, надеялись на перемены. Вот. Это был поступок, он был моложе меня, даже моложе меня нынешнего, да, получается. Ну, а сейчас вот мой черед наступил. Да, у меня, я еще, я считаю, я молод, поэтому я имею право выбирать. И хотелось бы пожить в нормальном цивилизованном государстве, а не в концлагере. Вот, поэтому, да, есть люди. Я не общался на эту тему с моими приятелями из клуба позитивного общения, как они там. Ну, в общем-то, я наблюдаю за группой в WhatsApp, читаю, что они там пишут. Ну, там, по-моему, да, там есть плюрализм мнений, и это мне нравится. Разные мнения. Андрей Хрущев, мой приятель, он всегда поддерживал власть. Хотя он, вот даже когда он был майором внутренней службы, он все равно был очень неустроен в жизни. Почему-то всегда у него не было денег, он всегда нуждался, всегда голодал даже, да, селедки, со шкурок селедки суп варил. Ну, и для меня это было удивительно. И когда они покупали на семью 4 яйца, каждому члену семьи по яйцу, то есть это, конечно, тоже. Но он всегда поддерживал власть, всегда. И я считаю, вот Андрей как раз, наверное, тот самый вот глубинный народ, тоже один из глубинных народ, которому хоть кол на голове чеши, но он никак не связывает вот эту обстановку, которая творится вокруг, с властью, что какая-то вот есть связь. Понимаете, вот я тоже раньше как-то особо, вот я-то тоже прозревал очень медленно, друзья мои. Я в 18 году, в марте месяце, вот я сегодня песню нашел, 8 марта я пел песню про Путина накануне выборов. И эта песня была за Путина. Да, Путин, хитрый Путин, ты президент, и снова будем. Друзья, пел, меня ругали. Меня ругали на моем канале, но канал мой, что хочу, то и говорю. И если я такого мнения придерживался, то я его выражал, и я его отстаивал. Вот. А сейчас наступило прозрение. Так вот, я говорю, как оно наступило-то? Именно в том же 18 году я стал смотреть наших урбанистов, Максима Каца, Илью Варламова, Аркадия Гершмана, Свят Муругова. Свят Мурунов. Вот такой вот тоже интересный есть урбанист. И я стал тоже увязывать ямы на тротуаре, грязь на улицах с властью. Понимаете? Что это не просто так. У вас там кто-то там срач развел, и он откуда-то, ну, сам по себе завелся, как говорится. Нет.
У каждого срача есть фамилия, имя, отчество. Там, вот в администрации городской. И я стал понимать, что как же так, а как же, ну, а где деньги? Где деньги, Зин? Оказывается, что частенько вот эти деньги-то, они уворовываются. И есть, оказывается, люди в стране, которые не только там на местном уровне отслеживают вот эти вот уворования, что Карамзин сказал, да, воруют. Оно так и продолжается. Но и на государственном уровне, на самом высоком государственном уровне воруют. И все. И все, я все понял. Но кто-то еще не понял, кто-то поймет. Я-то тоже поздно своим старческим умом, стареющим умом до этого дошел. Ну, до кого-то раньше, до кого-то позже доходит. Думаю, все потом поймут. Друзья мои, есть ссылочка, и сейчас я ее еще раз скину, скину, скинул, и вы на нее можете нажать, и мы с вами поговорим. Так, я продолжаю читать. Александр Ром пишет. Я лучше в августе лично приеду на отдых. Ну, приезжайте, если будут летать самолеты, если будет все хорошо, то мне как-то не верится, что в этот раз у нас будет курортный сезон. Он, конечно, будет, но он будет, по-моему, совсем не такой. И люди будут, наверное, не такие веселые. Мне всегда Анапа почему нравится? Потому что, ну, в Анапе, конечно, зимой, осенью скучно, да, серо все, холодно, сыро. Но наступает весна, зацветают деревья, солнце греет, море плещется. И люди приезжают на отдых за положительными эмоциями. Да, местные могут там брюзжать что-нибудь, обращать внимание, вот как я, на грязь, на срач, на мусор. А люди, которые приезжают, они просто, ну, не хотят этого видеть. Может быть, они и видят, но они настроены на другое, и поэтому у них совсем другое ощущение нашего города. Они радуются солнцу, морю, чистому воздуху, обилию зелени, обилию фруктов. И смотришь на эти лица, они улыбаются, они ловят эти вот минуты счастья. Смотришь на эти семейные пары, на детишек, которые ходят с такими глазами, там кричат: "Мама, мама, купи! Папа, папа, купи!" А папы там ходят тоже глазами, пока жена не видит, смотрят там на ножки посторонних женщин, пивко там постоянно посасывают. Дома-то, у себя на родине там жена не каждый день тебе даст, пиво пить, да, потому что, во-первых, живот, и так у него живот уже как будто бы он там, проглотил мяч баскетбольный. Вот. А на отдыхе как бы и жены тоже добреют, они перестают обращать внимание на недостатки своих мужей, потому что они как-то стараются сами выглядеть достойно, красиво, каждый вечер новые наряды, когда идут в город гулять. И вот смотришь на эти пары, ну, радуешься, радуешься. Я всегда вот просто выхожу на улице или там на пляже, да, когда там приходит, и лежу там, допустим, на своем коврике, а сам наблюдаю. Вот приходит пара, приводит маленьких детишечек, там муж, жена, иногда там теща. Ну, мне это радостно смотреть. И я горжусь за наш город, потому что сюда едут люди за положительными эмоциями, и они их здесь находят. Город им дарит кусочек счастья в нашей, может быть, такой серой обыденной жизни, да. Поэтому
Это я отвечал на вопрос. Да, Александр Ром. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, вы... Кто ищет положительных эмоций, тот их найдет. Вас реально интересно послушать. Спасибо, спасибо. Я не думал, что, конечно... знаете, я иногда сам себя потом переслушиваю. Да, я единственный мой недостаток, я говорю медленно. Я говорю медленно, видимо, не знаю, так мозг работает. Соображаю очень медленно. Поэтому у меня и иностранные языки мне не очень хорошо даются, потому что сказать-то я что-то могу, читать могу, а вот речь, а у них речь достаточно быстрая, у носителей языка, вот, я не могу уловить. Я даже, ну, сейчас я научился вычленять уже отдельные слова, ну, теперь, в общем, ну, все равно как-то не могу их быстро-быстро переводить в мозгу. Я вообще даже не знаю еще самого механизма. Должен ли я их переводить в голове, или я должен уже их слышать и сразу воспринимать вот как речь, мысль. Не знаю. У кого есть опыт изучения английского языка, может, какие-то интересные методики, школы, то пишите, помогайте. Давайте друг другу помогать. Все, кого вы называли, это предатели нашей Родины, пишет А. А сам А, вот видите, тоже человек без имени, тоже скрывается от кого-то, боится. У нас люди часто, и наверняка вот этот вот гражданин А, который написал, да, боясь указать свою фамилию, имя, отчество, а тем более он, конечно, в прямой эфир уже не выйдет, ссылку не нажмет. Такие люди боятся. А боятся они, знаете чего? Они боятся собственного мнения, собственного мнения. Им легче гораздо взять и повторить то, что, значит, поют вам с экранов там Соловьев и вот эта вот сладкая парочка из 60 минут. Легче всего. Ну или как красиво там выражается порою с каменным лицом Екатерина Андреева с Первого канала, или там Киселев, который там ходит, это руки там все. Вот. Неприятный тип. Вот. Легче всего, как говорится, чужие слова. Как у нас поговорка была в школе, что по чужим словам, как блоха по яйцам. Вот. Простите, может, для кого-то это грубо покажется, но, в общем-то, а, это очень точно. Вот. Свое надо мнение иметь, свое. И я вот сегодня смотрел Андрея Мельникова, канал его, это наш читинский, говорю, местный анапский блогер, умница, простой мужик, семьянин, но он не утратил чувство любознательности, даже не не любознательности, а вот именно человек, который ищет правды, информацию какую-то, не просто слушать, что тебе в уши вливают, значит, эти пропагандистские наши каналы, а другое мнение какое-то старается услышать. И он очень, вот мне нравится, вот такой молодец, хороший такой парень. Иногда он услышит какое-то мнение интересное, хочется его сразу же вот кому-то передать, но он не торопится. Он говорит, вот сначала еще посмотрю один, 2, 3 источника других и потом расскажу. И вот он сегодня интересную мысль сказал. Он смотрит тоже украинские каналы, украинских, значит, комментаторов, ну, можно даже сказать, пропагандистов, потому что пропаганда, она, понятно, есть и с той, и с другой стороны. Без пропаганды нельзя. Пропаганда сейчас главное оружие. Главное оружие и с той, и с другой стороны. Вот. Каждая пропаганда достигает своих целей. А обывателю, ну, нужно как-то в этом всем ориентироваться. Не просто слушать пропагандистские какие-то выкладки, но и извлекать из этого что-то такое полезное, делать какой-то анализ. И вот он сегодня говорит, что слушал украинского пропагандиста, а потом послушал
Стрелкова. Ну, Стрелков, Игорь Стрелков, Гиркин, это, значит, бывший сотрудник ФСБ, который там в каком-то управлении по борьбе с терроризмом, вот, а потом оказался в Крыму, потом с Крыма перебрался на Донбасс, там успешно очень воевал и был даже министром обороны Донецкой республики, но сейчас он живет в Москве и очень много, в общем-то, говорит. И вот Андрей Мельников говорит, конечно, говорит, Стрелков, он тот еще кадр, но человек, который не лицемерит и говорит правду. Хотя вот с нашей стороны, то есть он такой запутинец, он поддерживает спецоперацию, но он не простой балабол. Если он что-то говорит, он говорит очень разумно. И вот Андрей Мельников говорит, и я, говорит, сравнил то, что говорит украинский пропагандист, и Игорь Стрелков. И оказалось, что их мнения совпадают. И вот это вот является достаточно правдивой информацией. Когда информация противоборствующих сторон, она отражает как-то достаточно объективно создавшуюся ситуацию. Что вам мешает то же самое не делать? Или вы просто так вот боитесь, что... Вот я в детстве, я же из советского времени, я рассказывал, что у меня была радиола, и я, значит, слушал иностранные голоса, «Голос Америки», потом, значит, как оно, и из Европы, там как радио Европы или радио Свобода, я сейчас не помню, что там было. Религиозные передачи слушал и политические. Ну, я тогда вообще не разбирался. Просто мне было интересно, и ловишь волну, и вдруг там какой-то голос на русском языке. Даже интонация была такая, абсолютно не такая, как которую мы слышали по телевизору или по радио. Совсем другая, потому что у нас как-то какой-то стиль есть вот у дикторов определенный, а там была даже интонация другая. И вот тогда мне было страшно. Вот я слушал что-то там, допустим, передачи какие-то на религиозные темы, да, про Библию, Новый Завет, и мне казалось, а вдруг кто-то узнает? А вдруг кто-то узнает и меня накажут? А вдруг запеленгуют каким-то образом, что я тут слушаю? И вот я слушал и боялся, боялся и слушал. Вот. И вот мне хочется спросить тех, кто сейчас-то у нас все открыто, да, источники информации открыты, интернет, слава богу, работает, телеграм-каналы сколько хочешь, на любой вкус. Можно любого политика набрать. Сейчас у любого уважающего себя политика есть свой телеграм-канал. И они там, в общем-то, пишут какие-то интересные мысли. Особенно не вот эти балабулы всякие, которые там губернаторы, там они все повторяют то, что нам вот втирают пропагандистские каналы. А есть люди, которые здраво размышляют. Вот тот же Евгений Ройзман, да, которого я приводил недавно пример. Алексашенко или Сергей Гуреев, экономист. Вот они люди. Вот сегодня Потапенко, да, сказал, что нас кризис будет долбать вот этот даже по той причине, что сейчас вот логистические вот эти вот механизмы сильно пострадали и еще пострадают. Послушайте, люди разные. Вот Екатерина Шульман есть. Ну, интересно рассказывают, очень интересно. Или вот профессор Зубаревич, женщина, я не помню, как ее зовут. Интереснейшие вещи рассказывают, интересные. Заслушаешься.
Поэтому вот она информация-то открыта. И я не скажу, что там, если вы там вот говорите, что там какие имена Кац, да, назвал, предатель, да, он сейчас, да, он уехал в Израиле, он сейчас живет, ну, по фамилии понятно, что он еврей, но это умница большой. И я считаю, что он далеко пойдет и может даже это будущий мэр Москвы, а может быть и еще дальше пойдет. Посмотрим, как там история сложится. Их время еще не пришло, но оно уже близко. И слава богу, и дай бог дожить, посмотреть, как это все будет, потому что, ну, старое поколение уходит, уходит. Вот Жириновский, э, я сам был в его партии, но сейчас человек заболел, годы. Э, Такой же старец уже и Зюганов, такой же старец и Миронов, такой же старец Явлинский. М, Та же старушка уже Валентина Матвиенко. Ну и самый наш главный, которого все называют дедом, но тоже уже не будет он править вечно, не будет, понимаете? Сколько бы он ни правил, но я не видел такого, в истории нет такого правителя, который бы вообще был вечно. Ну, никакую таблетку кремлевскую, увы, не изобрели, никакой эликсир вечности не придумали. Так, Николай Эль, возможно, вы поверхностно видите картину, а люди, которых вы перечислили в реальности, являются волками в овечьей шкуре. Ну, я считаю, что никакие они не волки. Я за ними наблюдаю давно, понимаете? И я считаю, что вот лично я на стороне правды. Вот хоть как меня там костерите, я на стороне правды. А те, кто затеял вот эту спецоперацию, вот все вот эти вот стратегии и тактики, они все на стороне зла. Так, есть такой шанс? Я не понял, к чему это вы, какой вопрос. Как вы считаете, для чего вводятся санкции против олигархов и даже против Грефа? Санкции это именно против олигархов и даже против Грефа. Это такая попытка повлиять на ближайшее окружение Путина, понимаете? И на самого Путина тоже, потому что против него сейчас тоже вводятся санкции. Это, конечно, вообще в истории такое, наверное, редко случается. Но, тем не менее, вот добился наш президент таких вот мер. Это, конечно, вообще, я не знаю, как он сейчас спит, спокойно ли спит и вообще о чем думает. Ну, ему сейчас ни из страны выехать нельзя, ни распорядиться какими-то, я не знаю. Я не знаю, что ему вообще остается. Сегодня, кстати, Невзоров сказал, что ему остается. Вот в интервью "Настоящему времени". Вот кто хочет, тот может посмотреть, послушать, что сказал Невзоров. Ну, как всегда, очень, очень жестко он сказал. Так вот, санкции вводятся для того, чтобы повлиять на ближайшее окружение нашего президента, а, показать, что «а ты не воруй», потому что в основном все вот эти вот, эм, вся недвижимость, все эти яхты, самолеты, оно все нечестно нажито. Нечестно, если так-то разобраться.
И разбираться, конечно, должен суд, не журналисты, никто, суд должен быть. Но суда у нас нет в стране, честного суда нет. Все у нас подконтрольно. Это очень, конечно, печально. Кто-то считает, что вот эти вот меры, которые вводятся против олигархов, они недейственны, что им наплевать. Ну, я не знаю, я в шкуре олигарха не был. Вот если бы у меня была, допустим, знаете, яхта, самолет свой личный и 3 виллы в разных там красивых, теплых странах, и еще, допустим, какой-то миллиард там или 10 или 20 долларов в банке в каком-то. И если бы у меня отобрали эти яхты, самолет и виллы, ну, я бы себя не почувствовал беднее. Ну, вот не знаю, я бы сказал: "Ну и пофиг, я куплю себе, все равно наскребу себе на маленький домик, все равно буду жить, и прислугу заведу, и все равно буду жить". Вот. Как сейчас он, Фридман в Лондоне, миллиардер и тоже, лицо, приближенное к Кремлю. У него арестовали все счета, и он говорит: "А как же я теперь буду свой этот дворец, убирать?" Говорит: "Придется", ну, он так еще шутит, говорит: "Придется вспомнить студенческие годы, когда я брал тряпку и сам там свою комнату драил". Вот. Ему там, выдают, ну, счет арестован, но все-таки милосердно поступает власть Великобритании. Она ему там выделяет, по-моему, 10, что ли, тысяч фунтов стерлингов в месяц. Ну, как бы на житье. Жить-то надо. Вот. Поэтому не пойдет же он там это, с умой побираться. Но он говорит, что вот, я не знаю, хватит ему с этих 10 000. Я не знаю, какие его расходы, какие его запросы, как он ел, как он спал, на чем он ездил, какой у него телефон. Ничего не знаю. Может быть, он свои часы продаст и уже часы-то у них он какие дорогущие, друзья мои. Извините, что я рассуждаю так дилетантски. Я никогда, в общем-то, мне что швейцарские часы, у меня вообще никогда не было часов. Не, были часы у меня, зим часы были. Вот. Потом сломались, а сейчас зачем мне часы? У меня вот в телефоне постоянно, у меня вон часы на стене. Поэтому не знаю. Вот, когда залезешь в шкуру, и даже, вернее, туда и не залезешь. Что люди чувствуют? Может быть, для него, есть люди, которые, как говорится, за копейку удавятся, да, а другие, не знаю, что значит для них потерять яхту. Вот я не могу понять. У меня машины никогда не было, я не знаю, как это потерять яхту там или виллу. Я не знаю. Поэтому не могу ничего сказать. Вот эти санкции действенны, не действенны. Но те, кто их вводит, они, наверное, размышляют так, что вот эти все санкции, они их все-таки вынудят олигархов пойти к Путину и сказать: доколе, батюшка, нам терпеть-то тебя. Ну, это так, да. Ну, то есть вот каким-то образом они должны на него оказать какое-то влияние. Я не знаю. Мне кажется, что эм, как-то все по-другому разрешится. Абсолютно по-другому. Вот сегодня тоже Невзоров сказал, что можно много всяких вариантов придумать развязки этой всей истории. Но так вот устроено, как сказал Пушкин, что жизнь нам дает такие сюжеты, которые вот так просто не выдумаешь, хоть проглоти перо.
Вот так сказал Александр Сергеевич. И поэтому мы все это увидим и потом скажем: "А, как же мы не догадались, да так просто, вот оно лежало здесь на поверхности, а мы вот даже додуматься не могли". Переход на расчеты за газ для начала — это не слишком весомый аргумент. Тут масштабы игры. Так, а чё можно же мне вот так вот, чтобы все видели. Тут масштабы игры происходят, далеко за пределами Украины. Привет из США. Hi, my friend. Так, Артём Меликян. Смотрите журналиста Кашина? Да, Олег Кашин мне очень нравится. Он такой, у него такой, аргументация такая взвешенная. Я не знаю, по-моему, он тоже сейчас живет за границей. Я за Кашиным наблюдаю далеко. Его в свое время побили. Вот. И когда он потом лечился в Израиле, туда как раз поехал э, президент Медведев, тогда Медведев был президентом, и вот Медведев с ним встретился. Медведев вообще был такой человек, он мне, в общем-то, нравился всегда, да и сейчас он такой, знаете, не дают ему, как говорится, голову-то поднять. Под дудку чужую он пляшет. Вот. А вообще, конечно, неплохой бы был президент, если б его снова выбрали. Ну, как такой промежуточный. Вроде бы как и от власти, и в то же время, ну, как-то с ним можно было, наверное, сладить. Друзья мои, вот те, кто хочет выйти в эфир, нажмите вот эту ссылку, которая у меня, и мы поговорим с вами. Давайте, не стесняйтесь. А потом мы с вами напишите, хотите ли вы поиграть в чат-рулетку. Вот как я звоню на случайные номера. Если вам эта рубрика интересна, то я это сделаю ради вас. Где ваша жена? Вы семье спать не даете вечером? Жена у меня на работе. Так скажем. Так, мои друзья рядом и передают тебе большой привет. Приветуют всем зырам, хэрам и прочее, прочее. Всем привет. Так, друзья, вот вопросы-то кончились. Вопросы кончились, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Давайте, ну, эм, нажмите ссылку в чате, мы с вами поговорим. Ну почему среди вас нет смелых людей? Вот что я еще хотел сегодня сказать. Вот видите, когда я вообще человек счастливый. Вот у меня за день какие-то мысли возникают, и я имею возможность их вот так вот высказать. И мне становится легче. Это тоже такая психотерапия. Так вот, сегодня я слушал и смотрел нашего анапского блогера Андрея Мельникова, ну, который вот, я про него уже упоминал, умница, мужик, ездит, рассказывает, доводит до людей в такой популярной форме события, которые творятся вот на Украине. Вот. И он сегодня ехал через Ореховую рощу, парк в Анапе, и на скамейке сидят молодые люди и целуются. Ну, он проехал мимо, они в камеру попали, конечно. И он говорит, ну, он так хмыкнул, говорит, сидят, целуются. Им вообще пофиг вот до того, что на Украине творится, что там спецоперация идет, что парни наши погибают. И тут я, друзья мои, вспомнил, что я тоже, когда был молодой, а события были тоже очень такие серьезные. Вот я вам сказал, что события 91 года, они и предыдущие года, они как бы стали переломным моментом для моего брата, который тоже был
пропагандистом советского времени, да, он работал, служил политработником и, естественно, был секретарем партийной организации, но потом он выбросил этот билет. Ленина стал называть всяческими словами нехорошими, даже которыми я его не называю, потому что, ну, понятно, Ленин отрицательный персонаж нашей истории, но глумиться над трупом, который вот лежит в мавзолее, ну, я себе как-то не позволяю. Я все-таки за такой цивилизованный способ освобождения мавзолея, то есть нужно человека похоронить по русским обычаям. Ну, хотел сказать по православным, нет, потому что крестик он в 16 лет выбросил, растоптал его. Вот. И поэтому, ну, не церковный он человек. Хотя молиться за него, я думаю, можно. Он не самоубийца. Вот. И я не знаю, вот эта анафема, которую наложил патриарх Тихон на большевиков, она действует до сих пор или нет? Вот, ну это ладно, это тут можно поразмышлять. Так вот, я думаю, ну вот, и я, в общем-то, вот так вот, за цивилизованный такой способ. Я не за разрушение памятников Ленину, вот, но я за их демонтаж, так скажем. То есть спокойно можно этот вопрос решить с органами власти, с населением, убедить. Просто отключить центральные каналы, включить какой-нибудь канал такой, знаете, который им объяснит, кто такой Ленин, на месяц. Включить, пусть послушают. И все, и Ленина, и все спокойно скажут, ну, Ленина убирают, ну, и туда ему и дорога. Все. Поэтому народ у нас такой, друзья мои. Так вот, был я тоже молодой и писал стихи. Мне тоже было пофиг до того, в общем-то, что творится вокруг, а ведь и кровь лилась, и все. Поэтому я сейчас вот нашу молодежь очень хорошо понимаю. Даже вот если кто меня сейчас смотрит и скажет: что он там про эту вот, про спецоперацию?" Да бог с ним, ну, всё там, Путин знает, что делает, и, ну, постреляют там этих нациков там, и все заживут хорошо. Вот. То есть вот, наверное, так они рассуждают. Вот. А я сейчас вам прочитаю стихотворение, как я воспринимал тоже события, те, которые вот были тоже не менее кровавые, в 91-92 годах. Так, стихотворение называется «Остров любви», и книжка у меня так называлась «Остров любви». Так, 113 страница. Вот, друзья, вот эта книжка. Это мягкий переплет, а у меня есть еще такой подарочный вариант, авторский. Вот у моего брата Юры, сестре я отправил в Читу, и у меня тоже есть экземпляр, такой твердый переплет, а это мягкий. Он такой, ну, корочка только отличается, корочка такая, вот. Вот толстенькая такая книжка, стихи, мои стихи, выпустил я их, читал. Вот. И сейчас из этой книжки я прочитаю стихотворение. Называется «Остров любви». В мире, где льются и слезы, и кровь, в мире, где войны, облавы и митинги, солнечный остров с названием «Любовь» есть среди темного моря политики. В Вильнюсе девушку вмял в асфальт танк. Кого-то убили, других покалечили, а я просто счастлив,
что могу вот так обнять тебя за нежные плечики. Американцы разбомбили Багдад, и дым над землею туманом стелется. А я, знаешь, безумно рад снова с тобою встретиться. На баррикадах стреляют опять, где-то в Цхинвале, что в Южной Осетии. А мне так приятно осознавать, что всех прекрасней на свете ты. Оборвалась где-то вновь чья-то жизнь, читаем газетную строчку скупую. Ты что загрустила? А ну, улыбнись. Можно я тебя поцелую? Вот, друзья, это 21 января 91 года написано это стихотворение. Вот как молодые люди, а я тогда был молодой, воспринимают вот эти события, которые буквально тоже меняют нашу жизнь, меняют наш мир, вокруг меняют все, понимаете? Да, мои ровесники, они в это время тоже были участниками этих событий, но они оказались там вот именно в тот момент, когда это событие происходило. А я жил спокойно в Забайкалье, писал стихи, влюблялся. Я вот свои дневники читал и читаю сейчас их. Ёлки-палки, у меня столько было. Я даже хотел донжуанский список свой сделать. Вот. Да ладно, думаю, не буду. В общем-то, зачем это? Кому это надо? Ну, просто я очень искренне влюблялся. Мне нравились девушки разные. Я со всеми умудрялся налаживать отношения. У меня одновременно было там две-три возлюбленных. И я никому не мог отдать предпочтение как-то, понимаете? С одной я с удовольствием ходил по театрам, с другой на музыкальные концерты, с третьей там водку пили, с четвертой еще там о чем-то разговаривали, о каких-то философских проблемах. Понимаете, вот это все было. У меня вот, если хотите, стихи, вот в этой книге, в общем-то, она чем ценна, потому что в ней как раз я почему себя на обложку такого молодого поставил. А вот такой я был. Видите, и волосы даже немножко были. Вот, думал я совсем по-другому. И там все это запечатлено. У меня тут, наверное, процентов 50, наверное, стихотворений о любви. Так, друзья, жду вашей активности, пожалуйста. Или пишите в чат. 6 человек меня сейчас смотрит. Ну ладно, пришла пора тогда сыграть в чат-рулетку. А перед чат-рулеткой я еще расскажу один случай, касающийся специальной военной операции. У меня есть друг Костя Шлямов, живет он в Чите, он бард, поет замечательные песни. Я в прошлый раз ставил здесь песни, а оказывается, вы их не слышали.
Вот. И надо было написать: Александр, а вы что там это делаете? Мы ничего не слышим, а вы как-то все это промолчали. Вот. Я потом только понял, что, оказывается, не слышно было песен Кости Шлямова. И вот сегодня в "Одноклассниках", значит, смотрю его какая небольшая его заметка и ссылка на видео. И он пишет: друзья, большая просьба распространить это видео. Журналист рассказывает правдивую, значит, обстановку на Украине. Я думаю, елки-палки, Костя, видимо, тоже противник спецоперации. И еще думаю, Костя, ну как же так? Сейчас распространение какой-то фейковой информации, это уголовно наказуемо. Костя, что ты делаешь? Хотел ему было уже написать. Вот, но думаю, дай-ка я посмотрю, интересно, какими источниками информации пользуется Костя. Может быть, я почерпну для себя что-то интересное. Значит, открываю видео, ну, выхожу, естественно, на YouTube, это YouTube. Там, значит, какой-то иностранный корреспондент, иностранный, но говорящий на русском языке. Ну, сначала на английском идет, пришлось там делать перевод титров. Значит, показывают какую-то деревню недалеко от Чернигова, ну, потому что показывали карту и там обозначили, что это деревня. Какая-то Горянка, что ли, или там Горенка, как-то так деревня называется. В общем, такая деревня, знаете, там можно фильмы про Великую Отечественную войну снимать. Деревня целая, деревянные дома стоят. Такие, знаете, я еще удивился, потому что, ну, как-то Украину представляешь, там, если это деревня, то вот эти вот хаты, да, и звездкой крашеной, соломой крыты. А тут тоже старые дома, избы, вот как у нас в Забайкалье. То есть деревянное такое, темное дерево такое, темные крыши, даже крыши у них там не железом крыты, а деревянные. Я вообще удивился, что за такая деревня, ну, совсем какая-то глухая. Вот. Что же, думаю, такое видео-то интересное? Потом смотрю, ага, показы наших солдат показывают, российских солдат в полной экипировке, каски, бронежилеты, оружие. Ну, правда, автоматов нет, ну, какие-то пистолеты у них там висят, плюс еще вот эта вся амуниция, разгрузки туда-сюда. И выставлены на сельской дороге пакеты, ну, пакеты такие, знаете, как вот, а, из экоматериала в магнитах вот продаются такими длинными ручками матерчатыми, да. Вот, и там, значит, они двух цветов: зеленый, вот как у меня вот эта заставка, и такие бежевые. Вот. И вот они что то там вокруг этих пакетов ходят, что ходят, непонятно. Потом смотрю, люди подходят, девушки, какой-то мужчина подошел такой пожилой, ну, лет 60, ну, девушки там лет 18, наверное, 3, тоже платками обвязаны, значит, юбки такие чуть выше колен. Ну, как-то интересно, как будто бы действительно какая-то декорация, вот фильма про Великую Отечественную войну. Вот. И, солдаты вот эти говорят, мужчина подходит, а они ему говорят: "Вы, вам нужно гуманитарную помощь эту?" Ну, а тот говорит: "Ну, не знаю, ну, возьму". А тот говорит, солдат говорит: "Берите, берите". Потом девушки подходят, и солдаты им тоже говорят: "Берите, берите". Потом вот этот американский корреспондент спрашивает девушку: "Ну как вот, как у вас здесь в деревне?" Она говорит: "Да хорошо, спокойно". Красивая девушка такая, такое русское, славянское, ну, славянское лицо. И, корреспондент её спрашивает: "А как, к вам солдаты относятся?" Она говорит: "Хорошо относятся".
не бьют, не стреляют. И, ну, а дальше показывают, что солдаты им дают вот эти вот, и они там берут, ну, вот эти вот сумки и уходят. Я думаю, Костя Шлямов, ну, что он мне прислал? И он считает, что вот это вот какая-то такая супер информация про Украину. Что он хочет этим сказать? Что наши солдаты такие молодцы и привезли гуманитарную помощь. А интересно, до начала спецоперации жители вот этой Горенки или Горянки, они нуждались в вот этих продуктовых наборах? И что-то я в этом ролике не увидел такого ажиотажа, что к ним там бросаются в объятия, к тем солдатам, и кричат: «Миленькие, родненькие, освободили нас от нациков!» Понимаете, нет было такого. И вот эти солдаты, которые привезли вот эту гуманитарку, ну, разве так гуманитарная помощь оказывается? Разве так? Наверное же, как-то договариваются с руководством этого сельского поселения, с этой деревни, выявляют там какие-то списки, ну, составляются списки, действительно, кому, кто нуждается, у кого какие там доходы, туда-сюда. Здесь же мы видим просто какая-то такая дешевая пиар-акция, вот которая лично на меня никакого впечатления вот произвела только, самое неприятное впечатление и какое-то вот отвращение ко всему этому. Да, может быть, кто видит, вот люди, бабушки там скажут: «Ой, молодцы какие наши солдатики, вот привезли покушать, людям». Но вот на мой взгляд, все должно быть не так. Все-таки где администрация, где интервью у представителя, руководителя этого сельского поселения, старосты, который там говорит, что мы вас долго ждали, вот спасибо, что у нас вот столько-то нуждающихся, что мы там испытываем. Нет, такого нет. Просто вот взяли тупо. Я не знаю, у нас как-то нет вот этого вот креатива, драйва, даже не могут, сделать, даже если они делают какую-то такую акцию на камеру, они не могут это как-то сделать как-то красиво, творчески показать. Поэтому, ну, это вот такое вот у меня замечание вот к этому ролику, который прислал мне, Костя Шлямов, уважаемый мой, мною человек. Я не понимаю, что он хотел этим сказать. Почему он придал этому ролику такое значение, что распространяйте, это же, я не понял. Может быть, как раз этот ролик и должен был оказать на меня такое впечатление? Может быть, м? Я не знаю. Ладно, сейчас мы звоним. Так, Артем Меликян пишет: «Вы бывали в Санкт-Петербурге?» Да, бывал. Я бывал в Санкт-Петербурге дважды. Я бывал, когда он еще назывался Ленинград. Это был 92 год. И еще я был в 2003 году, когда отмечалось... Ой, нет, в 2008 году, когда отмечалось... э, Нет, 2000... Правильно, погодите, в каком? 2000... В 2003 году, да, я был еще раз уже в Санкт-Петербурге, когда отмечалось 300-летие Петербурга. Вот, и у меня даже есть сертификат о посещении Эрмитажа в год 300-летия Петербурга. И у меня есть стихи, друзья, вот в этом сборнике. Сейчас я вам зачитаю, а потом уже перейдем в чат-рулетку. Так, как же он называется, стихи-то? У меня тут в алфавитном порядке все размещено.
Мгм. У меня там несколько стихов написано именно в Ленинграде. И один рассказ я написал потом, который называется «Билет в ложу». Ну, проза у меня отдельно. Так, друзья мои, я ищу стихотворение про Ленинград. Мне вот Артем навеял такие мысли. Ну вот, одно нашел. «Два желания» называется. 45. Страница 45. Два желания. На Сенатской площади я сижу, скучаю. Много всяких девушек ходит, замечаю. Каждую красавицу провожаю взглядом. Хоть одна взяла бы да со мной села рядом. Стал бы я рассказывать этой незнакомке, почему я тут сижу ото всех в сторонке, почему на лбу моем нервно жилка вздулась, почему вскручинилась, почему взгрустнулась. Два желания вез сюда, в общем-то невинных, у Митьков у питерских посмотреть картины. И хотел проверить я, ты не удивляйся, правда ли коню Петра начищают яйца. Приходил на Невский я утром с позаранку, все Митьки уехали с выставкой в загранку, и на медный памятник я глаза таращил. И если чистят там чего раз в году, не чаще, вот поэтому такой я сижу угрюмый, потому печальные у меня и думы. Не нашел желанного здесь я вдохновенья, потому унылое и стихотворение. Июль 1991 года. Вот, спасибо Артему за предложенную тему о Петербурге. Сейчас у меня там живут мои приятели. Вот Алексей, он здесь купил квартиру, она у него здесь у нас в жилищном комплексе стоит, пустует. Сам он сейчас в Петербурге. Вот, потом есть еще один мой приятель Сергей, тоже живет там. Как-то мне он звонил частенько, но давно уже не звонит. Так, итак, друзья мои, приступаем к рубрике. Приступаем к рубрике «Чат-рулетка». Здравствуйте. Откуда, дружок? Россия, Краснодарский край. Матушка Россия. Матушка. Россия. Что? Как у вас там жизнь? А вот как раз я за жизнь хотел и поговорить.
Говори. Ну, жизнь сейчас еще нормальная, Хороша. А дальше? а дальше полная неизвестность. Вот даже бумага, пищая бумага, и то всего, свидания. всего доброго. Давай. Ну, сейчас, наверное... Ага, вот два комментария. Интересно, что пишут люди. Я сначала подумал, что молдаване Александр Македонский написал. И, ну, наверное, у вас факельное шествие. Ну, наверное, у вас факельное шествие, а не в России. Что-то не понял. Не понял смысла реплики. Ну, надо понимать, друзья мои, что на Украине сейчас я не отрицаю, что там есть националисты, которых вот у нас называют нацистами, так называемые радикалы. Это, конечно, может быть и плохо для России, не для России имею в виду, а для самой Украины. Не знаю, это их внутреннее дело. Дело в том, что у нас в России тоже националистическое движение было развернуто. Вот в 2005 году в конце состоялся съезд в Москве Союза русского народа. В 2006 году у нас в Забайкалье было учреждено Читинское отделение Союза русского народа, и я там был активным участником. Мы, как представители русского народа, продвигали свои идеи, мы брали на вооружение слова Александра III «Россия для русских», «Россия – русский порядок». Ну, то есть, в общем-то, и нас многие поддерживали, вот. А потом, у нас газета своя была, а потом нас стали называть русскими фашистами. Русскими фашистами, и как раз в это время, через какое-то время, вот образовали центр который с экстремизмом должен был бороться. ФСБ там подключилось. У нас сначала очень много было людей интеллигентных, там были доценты, профессора, преподаватели, предприниматели. Очень много было интересных людей, врачей. Вот. А потом, когда начали вот это движение подавлять, давить на предпринимателей, угрожать им, что у них они лишатся своего бизнеса, угрожать, значит, преподавателям вузов, что они могут лишиться своих, значит, мест. И все. И я об этом уже 100 раз рассказывал на своем канале. Понимаете? То есть я в шкуре русского фашиста был. Ну как я был в шкуре русского фашиста? Я таковым себя не считал. Мы всегда национализм определяли как любовь к своей нации. Это слова, кстати, не мои, а философа Ивана Ильина. И мы брали в пример святого праведного Иоанна Кронштадтского, который сам своей рукой заявление писал о приеме в Союз русского народа, был в этом союзе, освещал его хоруквь, и мы гордились этим. И Менделеев был в Союзе русского народа, и многие известные люди, и Николай II поддерживал этот союз, царь наш, батюшка. Понимаете? Ну, мы вот это вот исповедовали, но нас, официальная наша власть и пропаганда, называли русскими фашистами, практически нациками. Поэтому я опять же не говорю, что я был нациком. Нас называли нациками, нацистами.
фашистами. Поэтому на Украине тоже такое же явление есть. Но это не значит, что весь народ такой. Понимаете? Но влияние, наверное, конечно, их на основную массу, на весь народ очень велико. И если еще к этому добавить пропаганду, то люди уже в этом росли. И тут очень сложно. Сейчас вот мы уже не первый раз на моем канале говорим про нацификацию, как ее российские власти собираются проводить, ну и проводят сейчас, и будут проводить в дальнейшем. Это очень сложно, потому что денацификация, она проводится не один десяток лет. И это она требует огромных ресурсов человеческих там и материальных. Это школы, это учебники, это постоянная пропаганда, это телевидение, средства массовой информации. Я лично не понимаю, как можно, если Украину считать независимой страной, как там можно наводить свои порядки, устанавливать свой русский порядок. Вот. То есть вот она, мечта-то наша, где, оказывается, сбывается. Та моя мечта, которую я в Союзе русского народа лелеял. Но это так, опять же, ради шутки. А с другой стороны, ну как? Ну, если только Луганская и Донецкая области отойдут к России, хотя уже поговаривают, что там и дальше, только там Запад, Львов останется за Украиной. В общем, ничего не понятно. И нам сейчас об этих планах тоже как-то особо-то не говорят. Вот. Поэтому и непонятно для чего и почему, и вернее для чего, почему как бы понятно, что демилитаризация, денацификация, но конечная цель пока вот нам не объявлена. Ну, если вы знаете, может быть, я что-то пропустил в новостях, сегодня я, кстати, официальные новости не смотрел, пожалуйста, напишите, какова конечная цель специальной военной операции на Украине. Мне будет интересно. Так, нацизм в полном его лице. Ну, понятно, что мы сейчас вот столкнулись в телефонном разговоре с представителями именно, э, так скажем, вот этих вот радикалов. И их цель, видите, понятно, что они пытаются а, через отдельных представителей, как вот сейчас я, ну и, может, у них есть какие-то другие каналы, ну, типа вот давайте выходите, иначе война не остановится. Нет, я все-таки считаю, что, ну, во-первых, народ у нас, как я сказал, 70% поддерживает, и это очень большой процент. Во-вторых, почему это невозможно как бы снизу остановить эту войну? У нас сейчас все общественные организации, которые как-то могли бы повлиять, они сейчас обезоружены, запуганы. Оппозиция в тюрьмах и за рубежом. То есть, ну, практически и выйти некому, и вывести людей некому. Поэтому, ну, я считаю, что, в общем-то, это и как бы и не сработало бы, и не нужно. Ну, у нас уже были какие тоже митинги и прочее в свое время, да, по разным поводам. Я не очень верю в эти вот массовые мероприятия. Мне кажется, что все произойдет гораздо проще. То есть власть сама там устроит какую-то рокировку, что-то там должно свершиться. Я об этом уже вот говорил, что операция военная затянулась на Украине,
Ну, я так предполагаю, что и многие политологи и аналитики военные тоже высказывали такое мнение, что, видимо, кремлевские стратеги думали, что все пройдет очень быстро, так же, как в Крыму, но не получилось. Наткнулись на ожесточенное сопротивление э, украинских войск, которые, кстати, применяют и самые современные виды оружия против наших вооруженных сил, да, самые современные, вплоть до самолетов, ракет. Вот. И это уже не похоже, что сопротивление оказывают только какие-то там бандиты, бандеровцы. Нет, ну, вооруженные силы принимают. То есть столкнулись, а, столкнулись две силы, вооруженные силы Российской Федерации и вооруженные силы Украины. Так что это гораздо все серьезней, чем, ну, наверное, задумывалось. Люди простые просто уже боятся на Украине. Думаю, ну, возможно, и боятся, конечно, потому что дело такое, знаете, сегодня российские войска там постояли, завтра они ушли, а те, кто их встречал там, допустим, встречал цветами, караваями, что им, извините меня, но как-то не думаю, что люди так открыто бы выражали, да, вот это, наверное, еще и объясняет, почему никто не встречал с цветами и с караваями наши войска. Потому что люди действительно боятся, да, боятся, потому что уйдут войска наши российские, и для украинских националистов получится, что те, кто встречал цветами и приветствовал приход российских войск, будут уже национальными предателями. Понимаете? Вот все очень это сложно. И если наши сейчас российские войска туда пришли, то я не знаю, как вот я не понимаю дальше о планах Путина. Вот если кто-то знает, может быть, слушал какого-нибудь интересного политолога, я не знаю, или государственного деятеля, напишите, вот какие планы-то дальше, как дальше-то жить. Сергей Бочкарев, вы же поддерживаете кровопийцу атамана Семенова. Да, атамана Семенова, конечно, поддерживаю. Но почему он кровопийца? А он такой же кровопийца, как и чекисты и большевики, которые гораздо больше крови пролили. И если атаман Семенов участвовал именно в гражданской войне, в боевых действиях и в честном бою против большевиков, то большевики после окончания войн, они сколько погубили людей после окончания войны? В 20-х годах, в 30-х, 37-й, 38-й, вплоть до начала войны. А потом еще и до смерти Сталина, до самого еще людей гнобили в концлагерях, в ГУЛАГе. А не было уже никакой войны. Мир был. А кровушка русская лилась рекой. И кто же тут кровопийца-то? 8 лет утюжили людей, дать волю они бы живьем, в шахту бросали людей, как молодогвардейцев. Ну, вот это вот 8 лет, где вы были 8 лет, почему молчали 8 лет, это прица во языцах уже скоро будет. Понимаете, про эти 8 лет Донецка
надо отдельно разбираться, и это очередной миф нашей вот российской пропаганды. Все не так просто. Дело в том, что если разбираться, зачем на территории Украины оставили вот эти два анклава, ДНР и ЛНР, я же вот в начале разговора говорил, что Игорь Стрелков, Гиркин, принимал непосредственное участие в этом. То есть это же все было запланировано. То есть вот эти 8 лет, вот этой неразберихи, этих перестрелок и этих смертей, которые там были, они, в общем-то, были запланированы. Понимаете? Вот когда мы говорим, что если поставить перекресток неправильный, ну, грубо говоря, или то, что мы сейчас не ограничиваем движение автомобилей до 30 километров в час в городах, понимаете, то мы допускаем, что люди будут по 16 тысяч гибнуть на дорогах, понимаете? Хотя, в принципе, можно так поставить организацию движения, что можно прийти к нулевой смертности на дорогах, к нулевой. И многие государства присоединились к этой программе и уже внедряют у себя. Понимаете? Это программа Zero. Zero, ноль. Вот наберите в интернете, почитайте. То есть, когда заборы вот эти строят, когда перекрестки неправильно устраивают, пешеходные переходы неправильно устраивают, это уже можно сказать, что это запланированные смерти. Вот как раз те 16 тысяч в год погибших, а сколько еще у нас травмированных, это все, понимаете, то есть люди знают, что так будет. Не люди, а власть придержащие. Поэтому, когда вот эти события были на Украине в 2014 году с образованием вот этих вот двух республик, в Кремле уже знали, что будет вот так. То есть это все запланировано, а можно было бы этого избежать, но именно это и хотели, чтобы вот в эти 8 лет, вот как вы пишете, утюжили людей и живьем бросали в шахты. Это было запланировано, по моему мнению. Я это предполагаю, как журналист. И не утверждаю, но допускаю. Украина не будет независимой страной никогда. А я вот верю в независимость стран. Почему бы нет? Ну, история есть история, друзья мои. Что там говорить? Страны соединяются, ну, то есть вот растут империи, прирастают они там окраинами. Потом идет обратный процесс. Ну, это история, его не остановить. Это тоже закон. Когда-то он и Австро-Венгрия там была империя, Римская империя, англичане там владели, французы. У них там владений сколько было в Африке и везде. Ну, ничего. Сейчас французы что, самый несчастный народ, что ли? Да нет. Как раз вот французы, наверное, наиболее так благополучно живут. Немцы тоже, несмотря на такие разрушительные войны, первую, вторую. Нет, живут себе, радуются жизни, ездят по миру. Ну, они не мечтают, конечно, больше о, значит, мировом господстве, но живут. А что еще надо-то, друзья мои, вот просто для счастья?
для семьи. Что? Какое вам нужно мировое господство? Каких вам еще земель не хватает, чтобы просто жить нормально по-человечески, иметь квартиру, иметь дом, машину, хорошее питание, возможность отдыхать, пользоваться самой современной техникой, заниматься спортом. Ну что еще нужно? Поэтому я с Сергеем Бочкаревым не соглашусь и предположу, что Украина как раз станет вот после вот этих всех событий, она станет центром Европы. Центром. Это будет богатейшее и в материальном, и, главное, в духовном плане государства. Мы еще будем равняться на Украину. Будем равняться. И все будут равняться. Сейчас Украина показывает пример. Рейтинг, даже не рейтинг, так скажем, а вот этот вот представление об Украине сейчас в глазах прогрессивного человечества, оно возрастает многократно. Если раньше там Украина как-то там, то сейчас Украина показывает, что за ней будущее, за ней. Вот так надо бороться за свободу, за независимость. И я сейчас не оправдываю там какие-то вот эти вот преступления, которые там совершались. Я имею в виду, как люди борются за свое будущее. Ведь не африканские какие-то там наемники сражаются сейчас с нашими вооруженными силами. Нет. И такие же вот молодые люди, такие же парни, которые тоже, кстати, любят и гаджетами попользоваться, и в Макдональдсе покушать. Но они взяли в руки оружие и отстаивают свою правду. Свою правду. Они имеют на нее право. И каждый народ имеет. В нашей Конституции тоже было написано, каждый имеет право на самоопределение. На самоопределение. В Конституции Советского Союза было записано вплоть до отделения. Вплоть до отделения. Почему мы так плюем на эти законы? Когда-то принимаем, там, судим за нарушение, а потом как коснулось, действительно, когда человек правом воспользоваться, человек или государство захотело воспользоваться этим правом, так ее и, значит, по рукам бьют. Так, дальше. Лина Танкова. Здравствуйте, Лина. Всем здравствует. Саша, у вас в голове много противоречий. Надо ждать. Сейчас пока никто предсказать будущей ситуации не может. Ну, я ж не пророк. Если б я там был каким-нибудь пророком, и спустился с небес и говорил бы, да у нас и пророков-то били, друзья мои. История это показывает, что пророков нет в Отечестве своем. Пророков тоже били, убивали. Но я-то точно не пророк. Я простой журналист, блогер. Поэтому я тоже могу только предполагать. Но в чем я уверен, что военная операция закончится, наступит мир, что Украина от своих идеалов не откажется, она будет идти своим путем, и на этом пути ей будет помогать весь мир,
и она быстро очень восстановится, и она вот станет, я бы сказал, да, центром Европы, вот в таком, в духовном плане. То есть она покажет другим странам, что движение к демократии, оно возможно. И, как сказал Владимир Ильич Ленин, революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. А теперь можно применить это к демократии. Демократия лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет и может постоять за себя. По-моему, хорошо сказал. Включите этот ролик 30 секунд. Ну, тут я не могу. Вот у меня здесь вот никакого нет. Но я обязательно потом посмотрю. Ольга Николаевна, цветы еще не распустились, чтобы встречать, а хлеба люди сами не видят. Ну, это да, это про то, что я там, видите, думаю, что это все из-за страха. Страх в людях. Включите и, возможно, поймете, в чем суть. Да я 1000 роликов, друзья. Что тут думаете, я не смотрю пропагандистских роликов? Вот сейчас вот эти ребята позвонили из Украины. Вот. Я им не стал уж говорить, что я смотрю и выступление Зеленского, смотрю доктора Комаровского, смотрю, кого там я еще смотрю, Дмитрия Гордона, ой, не Дмитрия Гордона, да, Дмитрия Гордона смотрю. Вот. Я, конечно, делаю тоже поправки, но мне важно знать, что люди думают. Что люди думают. Я читаю вот эту вот Ирина Евса. Помните, я в прошлый раз читал стихи этой поэтессы харьковчанки. Она сейчас уехала в Берлин. Вот. Я читаю Александра Кабанова. Это поэт, в Киеве тоже живет. Понимаете, люди там живут. И почему я не могу им доверять? Ну да, Дмитрий Гордон, он тоже пропагандист. Он такой же пропагандист, как, наверное, Соловьев, только вот с украинским, так скажем, акцентом. Вот. Но Александр Кабанов, он поэт, он русский поэт. И им гордятся не только Украина им гордится, но и Россия им гордится. Его признают лучшим российским поэтом. Понимаете? Вот поэт из Забайкалья Виктор Балдаржиев, он его отмечает в тройке лучших поэтов российских, современных. Александра Кабанова, киевлянина. Почему я не могу ему доверять? Вот наши анапские поэты, вот не к ночи будут помянуты, но разве они поэты, которые говорят телевизионными пропагандистскими штампами? Какое к ним уважение? У них ничего нет своего мнения нет. Я лучше Александра Кабанова послушаю. Поэтому, конечно, я, если будет возможность, включу и послушаю. Интересно тоже мне послушать, в чем суть. Меня, кстати, в прошлый раз здесь кто-то просил послушать Делягина, нашего экономиста, и Андрея Фурсова, военного политолога, философа. Вот. Ну, послушал я его. Нудновато он, конечно, говорит так для моего восприятия. Мне как-то больше нравится, когда более так живо и доступным языком. У него слишком все заумно. Но, тем не менее, я посмотрел его беседу на телепрограмме, как он, «День», да, называется? Сейчас не помню. Ну, на Царьграде, да, идет. Он говорил о воспитании, что современное поколение воспитано как потребителей. Вот, и в мозги им ничего не вложено. Вот, а он якобы, когда в школе учился, приходил в школу и видел портрет пионера-героя.
и красный галстук на портрете. И ему говорили, вот будешь, когда такой же герой, как вот этот вот там Валя Котик, допустим, да, или Лиза Чайкина, и у тебя тоже будет такой галстук красный. Вот. И он говорит, вот так вот, я приходил в школу, видел постоянно его, домой приходил, мне там, значит, отец о деде рассказывал, который тоже воевал на фронте. То есть пропаганда вот такая, не пропаганда, это была жизнь такая, понимаете, даже. Вот. А, мол, сейчас нашим ничего не вкладывают в головы. Ну, я не согласен. Что же, получается, жить в дерьме и быть патриотом, и все, или наоборот, купаться в роскоши, пользоваться, быть потребителем, пользоваться там, гаджетами, машинами современными, пить кока-колу и есть гамбургеры, и быть кем? Этим космополитом или как сказать-то? И третьего не дано, что ли? А нельзя быть патриотом, любить свою родину и пользоваться гаджетами, тем, что выработало современное человечество? Почему так-то? Почему такое деление-то? Если жить в дерьме и быть патриотом, я не согласен. Вот я не согласен с этим. Я хочу жить, в комфорте и быть патриотом. У нас вот, батюшек, наших православных ругают, что они там на машинах ездят, там на "Мерседесах", что у них там телефон последней модели. Вот, на груди крест и телефон последней модели. И, это. А чё нельзя-то? Почему нельзя-то? Он что, должен, ну, понятно, есть святые, которые там ходят в рубище, вместо креста какие-нибудь железные вериги, и ничего нету, а которую копеечку ему подают как нищему, он их отдает тем, кто больше нуждается. Да, это тоже есть подвиг, но не всем же такими быть. Вы хотите, чтобы наши православные священники ходили в рубище и, значит, кнопочным телефоном пользовались, а еще лучше с этим, с диском? Я с вами не согласен. Я тоже с вами не согласен. Вы опять как-то делите людей очень странно. Вы опять хотите, чтобы человек жил в дерьме, и тогда он будет считаться настоящим христианином. Да нет, я считаю, нет. Надо пользоваться всем. Для того человечество и изобретает всякие штуковины, чтобы ими пользоваться, а не чтобы, кто-то оставался в дерьмище, жил и считался, я не знаю, святым и патриотом. Нет, нет, друзья мои, вы меня это не убедите никогда. Эх, и опять же в опровержении Фурсова этого вашего я скажу, что сейчас вот, наши ребята, которые выполняют свой воинский долг и приказы на территории Украины, они что, они-то откуда взялись? Вот смотришь, там они сейчас и медали получают, и награды, и геройские поступки совершают. И что думаете, что они не принадлежат к этому поколению? Что у них гаджетов нету? И что они, прямо из дерьмища и в армию поступили? Да нет. Они также жили, также имели дома и имеют дома, квартиры, машины, современные телефоны, красивую брендовую одежду. Они что, не имеют права это делать? И их нельзя назвать, их можно сразу равнять с национал-предателями, и если они носят джинсы какие-нибудь американские. Нет. Нет, просто все это, создано человечеством удобно, красиво. Почему мы должны сейчас переодеваться в джинсы, от фабрики "Большевичка", а американские джинсы не носить, потому что те, кто американские джинсы наденет, уже будет считаться национал-предателем? Я не согласен. Такой бред несете, пишет Ольга Николаевна.
Крайне рекомендую посмотреть вот это видео 2019 года «Правая рука Зеленского Арестович». Ролик называется просто «Полноценная война с Россией начнется через пару лет». Алексей Арестович. Я не думаю, чтобы на Россию кто-то напал. Вот правда. Когда на Россию нападали? Ну, последний раз понятно. И то там, я говорю, начало Второй мировой войны очень такое. Вот. Политологи тоже давно говорили и говорят, что военные всегда хотят повоевать. Наши российские военные. Иначе для чего? Вот им надо же как-то попрактиковаться. Там вот в Сирии практиковались, да? Еще там где-то. Поэтому, ну что, если ружье висит в первом акте, в пятом оно стреляет. Николай Иль, тут как раз ответ и про независимость Украины, и другие вещи. Конечно, Александр, вы еще несколько искаженно видите мир, но это пройдет. Тоже могу сказать и о вас. Какая свобода? От кого? У Украины два варианта. Либо под США быть, как сейчас, либо с Россией. Нет никакой независимости. Посмотрите ролик 2019 года, надеюсь. Вы просто молиться готовы на этот ролик. Ну, посмотрю я его, посмотрю, поймете ошибочность. В следующий раз, в следующем эфире я, возможно, буду обсуждать этот ролик с вами. Ладно, сейчас еще звонок. Вопросы кончились. Алло, Да, привет. привет. А что таким грустным голосом? Как настроение? Да, не грув, в принципе, нормальное настроение. М. О чем думаешь? Думу? М, Ну, последний час ни о чем, общался в этой программе. М. А так, в основном, думаю о жизни, о своей. Мгм. Много думаю. Хотелось бы не думать. А в А как? каком смысле думаешь? О духовном или о материальном? И о духовном, и о материальном. А что первично для тебя? Ну, больше о духовном, скорее всего. Мгм. То есть ты человек верующий? Нет. М. Ну, верующий в смысле, признаешь какое-то наличие разума, судьбы Нет, какой-то, нет? То есть ты материалист? нет. Я атеист, да. То есть ты считаешь, как говорил, герой повести Толстого: "Умру, и трава вырастет", да? Ну, да, примерно так. Ну, тоже позиция, почему бы нет? Кстати, очень даже такая хорошая, легкая. То есть можно жить, Легкое, мне кажется. жить без оглядки. Пить, любить Мне кажется, женщин, грешить, даже можно и кого-то там прихлопнуть, и ничего. Совесть не ну, замучает. то есть, ты вообще не прав, ну, по крайней мере, в отношении меня. Мгм. Совесть очень сильно мучает. Я не бухаю, не трахаю всех подряд, не делаю плохого. Если там, например, нашел чей-то телефон, я его верну.
Ну, то есть не нужна вера, там, Мгм. какие-то силы, чтобы, Ну, ну, понятно. То есть совесть, быть общепринятым хорошим. ага. То есть совесть для тебя вот как раз и есть как бы твоя, то, что с чем ты, как ты согласуешь свою жизнь, да? То как бы такой внутренний бог твой. А, Ну, можно сказать и так, да. Мгм. Внутренний голос. Мгм. Ну, интересно. Ну, если так разобраться, то у каждого бог-то просто у себя в голове. Или ты веришь и в какие-то высшие силы? Ну, я-то верю, да, я верю в высшие силы, в Бога, и я, к православной вере отношу себя. Вот, но тут очень вот тоже много Мгм. всяких, нюансов, поэтому, относить-то себя можно, а вот вести себя как христианин — это не каждый у нас ведет. Поэтому это очень сложный вопрос. Ну, это вопрос, понятно, это вопрос совершенства. Мгм. Ну, ты прям соблюдаешь все религиозные праздники, посты Нет, там и я прочие. я сейчас уже не соблюдаю, но у меня был период вот с 2007 по 2000, ну, вот до самой пандемии, до начала, до 19 года, когда я все соблюдал просто. А потом, когда услышал призыв, э, патриарха Кирилла не ходить, когда он со слезами стоял на амвоне и говорил, что я посвятил свою жизнь, чтобы людей, привлечь в храмы, чтобы они шли в храмы, а я сейчас первый раз, говорю: "Оставайтесь дома". И вот ты знаешь, вот для меня это стало переломом. Я понял, что Кирилл сдулся как христианин. Если бы он сказал: "Идите в храмы, несмотря ни на что", Мгм. и я бы пошел. Но он заставил как-то всех дрогнуть, и для меня это был какой-то вот внутренний перелом. Он перестал До быть этого для ты к меня нему по-другому. авторитетом. А, до этого он был для тебя авторитетом. Да, был. Ну, а С ты некоторыми знал, что вот оговорками, он... с оговорками, потому что он все равно, хоть и иерарх верховный, но все равно остается человеком, со своими там, конечно, грехами. Вот, но как-то вот после вот этого вот его призыва, что-то перевернулось. Я до конца не анализировал, что, но именно с того периода я, а, перестал усердствовать вот так вот, именно в этих обрядах. Вот. Мгм. Ну, а почему ты особо не анализировал это? Да не хочется. Дело в том, что, как-то, знаешь, это требует тоже времени, каких-то мук, душевных. Не хочется осознать, что все, например, не так, как ты думаешь. Да. Мгм. Нет, я уверен, конечно, я знаю, что Бог есть, но вот отношение именно с церковью как организацией для меня как-то надломилось. Ну да, да. Ну, у меня как-то там, не знаю, с раннего детства это пошло. То есть никто мне там не навязывал, что там такую позицию, что Бога нет. А, Просто всегда задумывался, как-то анализировал, откуда Бог, что Он там. И я больше верю фактам. Ну, то есть, если, понятно, какие-то факты предоставят, то да, я э, отрицать это не буду. Но пока нет фактов, поэтому я и не верю. Мгм. Но я абсолютно нормально отношусь к тем, кто там верующие, религиозные люди, нежели они относятся к атеистам. Ну, я тоже нормально отношусь, я, абсолютно нормально отношусь к людям к другой веры. Вот недавно, совсем буквально пару дней назад, я узнал, что мой одноклассник, с
которым мы вместе учились, что он мусульманин. Вот. Он офицер, он дослужился до, по-моему, или до подполковника, или даже до полковника в силовых структурах. И как-то разговор зашел, но мы переписывались, там группа, у нас одноклассники есть в WhatsApp, и вдруг он заявляет, что он мусульманин. И другой одноклассник вступает с ним в спор, говорит, ты предал нашу веру православную, а тот начал отстаивать свою. И такая перебранка, я думаю, сейчас, если бы они не в WhatsApp, а вот прямо реально встретились, то один другого бы точно горло бы кто-то кому-то перерезал. Несмотря, что люди близкие, одноклассники. Вот. Ну вот, просто поэтому я вот такое у меня отношение к вере. Ну, то есть я неверующий человек. Да. А я отношусь нормально. Мне что буддист, что мусульманин, что вот свидетели Иеговы, которых сейчас запретили, там и экстремистская организация признали, а я с ними общался. Или там другие конфессии, там евангелисты там седьмого дня или баптисты какие-то там. Я вот по долгу своей профессии со многими встречался, общался, как с людьми, и даже пытался вникнуть в их суть, в их верование. Вот. Мгм. Поэтому мне все интересно. Я даже практиковал там вот этот вот буддизм, какие-то там алмазный путь какой-то там, какие-то там Карнапа 14 там на него медитировал, потому что, ну, пришел, а там ребята сидят, говорят, давайте помедитируем на Карнапу 14. Ну, давайте. Я даже не знал, кто такой Карнапа, почему он 14. Вот, и как надо медитировать. Ну, просто думаю, ну, прикольно же, ребята как-то все хорошие, добрые, вот. То есть я А, не считал, что я что-то там нарушаю, как какие-то там м, обеты там или ну, там, не знаю, веру свою предаю. Нет. а ты много вообще общался с атеистами, ну, которые отрицают С существование атеистами, какой-либо, ну, у меня друзья тоже атеисты есть, и, ну, как-то с атеистами не очень интересно разговаривать. Я не знаю предмета. Потому что предмет религии, да, ну вот богословие, ну, оно, о да, религии с или ним интересно. теология, это наука о каком-то божестве, том или ином, там, о загробном мире. А с атеистом о чем говорить, если он это отрицает? Ну, О науке, да, есть же другие пожалуйста, темы. можно поговорить как-то. Вот. Но о том, чего нету, ну, с его с точки зрения, то есть о какой-то пустоте, ну, как-то неинтересно говорить, я не знаю, тут самого предмета разговора нету. Ну да, конечно. Вот, поэтому Но они же, ты их считаешь плохими людьми? Как они, по-твоему, плохие люди или нет. хорошие? Очень даже хорошие люди есть, наверняка. Не то, что я там считаю, я знаю, что хорошие. У меня есть друзья, которые Ну вот, а атеисты. просто первоначальное мнение эти было, что если я неверующий, то значит я какой-то плохой там. У меня вот наоборот, такое мнение сложилось, что атеисты как бы, ну, Мгм. более рассудительные люди и Мгм. меньше способны сделать что-то плохое. А верующие люди как бы, ну, у них есть всегда, как бы тебе сказать, такая, Мгм. ну, типа, что прикрытие верой, что вот отвечу перед Богом там или еще что-то. И совершает Нет, ты просто меня неправильно понял. какие-то. Я как бы, в своей реплике апеллировал как бы ну, к такому мнению, да, который ты Достоевский, допустим, высказывал, что если Бога нет, значит, все позволено. Понимаешь? То есть нет Мгм. никаких, нравственных ориентиров, чтобы чего-то придерживаться высокого. То есть там ничего нету, ничего не держит человека, все можно. Вот, ну, а есть люди, которые, да, для них совесть — это их, ориентир главный. И, кстати, даже православная вера говорит о том, что некоторые, люди, которые просто живут по совести, ну, и очень добрые, то есть они помогают ближним,
всегда придут на выручку. Вот. И они даже превосходят тех фарисеев, которые вот только придерживаются каких-то обрядов, а на самом деле ничего доброго-то и никогда никому не сделали. Вот. И в православной вере есть даже такие святые, которые вот никогда ничего не делали, не ходили в церковь, даже не крестились, вот, а стали святыми только благодаря тому, что они всю жизнь просто были добрыми людьми и никогда никому не делали зла. Мгм. Ну так. Ну, я бы хотел, конечно, верить. Кажется, так было бы проще там, в какие-то сложные периоды в жизни, Мгм. что вот у тебя есть всегда какая-то поддержка в виде Бога. Но, увы, ничего с собой поделать не могу. Как-то так повелось. Мгм. Ну, я тоже в свое время просто искал, да, веру. Я крестился уже во взрослом возрасте, потому что, ну, мне уже 57, поэтому я родился в атеистической стране, и у нас в городе одна церковь была, и то была под надзором, значит, КГБ, туда особо-то и не пойдешь, В бабушки какой одни. стране? Ну, в России, Мгм. в городе Чите. Вот. Да, да, ты что, я тоже с Забайкальского края вообще М, родом. мгм. Вот, и поэтому, хотя крестился, но тем не менее мне было интересно, а что другая вера говорит, а что там то сё. И я вот как-то ходил, ну, благо я говорю, мне помогала моя профессия с другими людьми других конфессий общаться. Вот. Было просто интересно. Вот просто было интересно. Вот. А потом я понял, что православная вера, она, в общем-то, в себя вбирает все. И, в общем-то, не то, что там нужно, чтобы там именно, чтобы она была. Просто она отвечала на любой поставленный вопрос. А мне кажется, задача религии– это как раз дать человеку какие-то ориентиры и в трудной ситуации дать какой-то вразумительный ответ на поставленный вопрос. И вот, в общем-то, в православной вере я как раз это и нашел. Вот, наверняка в других, вероисповеданиях тоже есть, ответы на все вопросы. Но мне показалось, что наиболее полно, что как-то ближе и традиционнее все таки вот православие. Ну и все. И уже потом А остановился на этом. вы словами, ты вот не считаешь, что их вера там ущемляет права женщин? Вера ущемляет права женщин? Да Ну нет. да. В общем-то, есть такой постулат, что во Христе все свободны, и во Христе все имеют равные права. Ну, то есть вот в вере. Все, кто Мгм. придерживается одной веры, поэтому никаких нет, что кто-то выше, ниже, кто-то господин, кто-то раб, такого нет. Все равны. Все равны тем, что они являются сыновьями Бога, сынами Божьими, детьми Его. Вот. Он отец, а все дети. То есть отношения не господин-раб. Господин-раб это было в Ветхом Завете, а в Новом Завете это отец и дети. Любящий отец и шаловливые дети, Ты, которых иногда можно как-то пожурить, но всегда с большой любовью. ты считаешь, что ну, природу, животных, людей создал Бог? Да, я вот читал брошюрки свидетелей Иеговы. Вот. Ну, правда, есть и в православии учение о сотворении мира. Вот. И я потом в институте изучал это, тоже в университете, вернее. А у свидетелей Иеговы у них там вообще очень много на эту тему, и у них все это привязано еще к науке. Вот. Они берут научные такие исследования и все это сверяют. В общем, они вот эту всю научные выкладки подводят к тому, что
невозможно было так мудро устроить нашу жизнь, там растения, животных, Землю, Вселенную, без вот именно без какого-то замысла. Все очень разумно в природе. Э, н И не могло вот хаотично вот так что-то родиться из наборов там, допустим, каких-то элементов Ну, химических, это аминокислот. со временем адаптировалось. Ну, само Ну, собой, понятно. Не, ну, что-то есть. я понимаю, ты как атеист, ты иначе не можешь рассуждать, а я говорю как верующий человек, поэтому для меня Ну это да, да, как-то тут как бы да, мы просто на разных позициях и не спор бессмысленный, да, бессмысленный, если. конечно, да. Вот. А вершина творения — это человек. Представляешь? Материя, которая сама себя осознает. То есть набор физических вот этих вот веществ, физических, атомов, молекул и прочее. И вдруг вот этот кусок мяса ходячий, и он вдруг себя осознает, что он этот кусок мяса, который называется человеком, еще который может что-то вокруг себя как-то обустроить, вплоть до изобретения айфона и Ну да, ну запуска. даже думать, там, придумать какие-то проблемы у себя в Да, голове. да, это же Ну, вообще, ну да, представляешь, да, я согласен. какая штука, Это удивительно. какая удивительная. Кусок мяса ходит и такие штуки вытворяет. Мосты он какие строит через Керченский пролив. Это же для меня лично это удивительно. Я вот смотрю каждый день пользуюсь смартфоном, но для меня это просто тоже чудо. Ну как это сотворено человеком? Это Да, очень, учитывая, что мы во Вселенной, ну, просто маленькие микробы. конечно, да, Прям вообще. да. А еще если микробы у нас на Земле, прикинь, вот какие они маленькие Да, относительно Вселенной. да-да-да-да-да. И они живые существа. Есть даже такая теория, что человек — это вирус. Вот, все было хорошо на Земле, но потом завелся человек и начал эту Землю, в нее вгрызаться, что то придумывать и целить этого вируса погубить эту Землю. Но, в принципе, оно как бы тоже вот сейчас вот Ну ядерная да, да, я война начнется, как слышал про рванет теорию. все, и вот тебе и все, вот тебе и человечество. Ну, я думаю, до этого не дойдет. Но хотя, если у какого-нибудь правителя в 70 лет начнется старческий маразм, там 80, то, да, возможно, нажмет кнопочку и Да. полетит все. Но есть еще и теория, что Земля плоская. Ой, есть теория, я как-то читал, но она, правда, из разряда таких, я не знаю чего, но что мы живем вообще внутри Земли. Вот, вся вот эта вот небосвод весь, мы живем как бы, вот если представить, кожуру такую, да, чего-то там, ну, мяч, и мы живем внутри, вот на внутренней стороне вот этой вот кожуры, а внутри находится вся Вселенная. Вот то, что в мяче воздух. Даже такая теория есть. Ну да, теорий полно. Да, много всего. Я с удовольствием читал. У меня книжка такая была. Как же она называлась? А, Что-то там с Дедалом связано. Дедал — это персонаж мифа, который изобрел как раз, вернее, сын его Дедала, Икар был, вот, который к солнцу полетел на крыльях. А Дедал эти крылья как раз изобрел ему. А вот скажи, ну, типа, э, какой у тебя смысл в жизни? Ну, для чего ты живешь? Какая у тебя цель есть? А, Вопрос, конечно, и простой, и очень сложный. Вот. Потому что если брать с христианской точки зрения, смысл жизни — это в достижении, так скажем, такого совершенства божественного. То есть берется как ориентир духовный М, и нравственный — это образ Иисуса Христа,
и ты всю жизнь к нему идешь. Вот стараешься быть похожим на него в поступках, в мыслях. Это очень высокая планка, а, ж и смысл и смысл жизни человеческой в смерти. То есть, в смерти такой, которая позволит тебе эту жизнь, продолжить уже в другом измерении, в Царстве Божием, в вечной жизни, в вечности. Вот. Почему спрашиваю, говорю, что я бы хотел бы быть верующим. Ну, просто вот порой, как атеисту, понимаешь, ну, зачем ты все это делаешь, работу, там, э, ешь, пьешь, покупаешь Мгм. какую-то еду, ну, просто теряется смысл. Не всегда его видишь, то есть порой такое депрессивное состояние. Мгм. Не понимаешь, зачем ты вообще. Ну, какой смысл? Типа, ну вот я делаю, да, живу, бывает там, моментами радуюсь, но в целом зачем, для чего, если мало что приносит счастье в жизни. Мгм. Ну, вот есть такой, был, вернее, он умер, такой психолог, Виктор Франкл. Это австрийский психолог. Ну, он еврей. А, у него есть книга «Человек в поиске смысла». Очень хорошая книга. Ну, у него много там книжек, но в основном вот такая популярная это вот. И есть еще книжка «Скажи жизни да», и вот это вот «Человек в поисках смысла». «Человек в поисках смысла», она очень сложная, там очень много всяких психологических выкладок. Эта книга у меня Ну, есть, это психология, да. это это высшая психология. Вот другие психологи говорят, что если Фрейд изучил, как бы коммуникации психологии, то есть подвалы, какие-то коммуникации, то есть низ такой, знаешь, то Франкл изучил это вот, высшие этажи психологии. Вот, то есть он как бы не отрицает то, что сделано другими психологами, но он добился в своих изысканиях очень поразительных результатов. Я книгу эту читал много раз, она вот эта книга меня очень, так скажем, перевернула, все расставила на свои места, потому что в жизни я иногда много чего не понимал. Вот, а когда почитал Франкла, я вдруг стал вообще понимать, все, что происходит в жизни. Стал лучше понимать людей и их, цели, чего они хотят добиться. Ну, очень хорошая книга. Вот. Как еще раз название скажи, пожалуйста. «Человек в поисках смысла». Виктор Франкл. Ну, может быть, как-нибудь почитаю. Да, почитай, потому что книга, она очень сложная, ну, написана, говорю, таким научным языком. Есть места там отдельные, которые, ну, легко даются, но есть места, которые очень с трудом, с большим. Он пишет вот ты сейчас сказал смысл, в чем смысл ходить на работу, да? Вот он все дает вопросы, дает ответы на эти вопросы. А я сказал, что вот, смысл христианина в том-то, том-то, а он отдельно просто выделяет, отдельным пунктом, смысл религии. То есть у него нет как бы просто смысла жизни, вот, а он, смысл вообще делит на много-много всяких таких ступенек. То есть смысл работы, смысл любви, смысл, значит, страданий, смысл еще там, ну и много-много-много всего. Вот, интересно почитать, да. Вот он объясняет, почему человек, иногда не задумываясь, ну вот, допустим, он берет пример, санитарку в больнице. Почему ей, нравится ходить на работу? Ведь там постоянно, она сталкивается с человеческим страданием, что сама работа по себе грязная, ну, нужно там раны промывать, утки выносить из-под больных, да, со шваброй постоянно там не расставаться, с тряпкой. Маленькая зарплата. И маленькая зарплата, да. И Франкл дает такое объяснение. А потому что, а, человек, ну, в данном случае женщина, она находит
удовлетворение и счастье и смысл не вот в этих вот манипуляциях, они действительно не каждому нравятся, они мало, но она находит в том, что она делает, во-первых, доброе дело, во-вторых, ей нравится, допустим, общение, когда ее называют там нянечка, обращаются к ней ласково, там Ниночка, Томочка, Валечка, она кому-то нужна. Вот в этом видит смысл вот эта женщина. Вот. А человек с какими-то низкими потребностями и даже низменными, допустим, какой-то садист скрытый, да, вот, он в жизни Мгм. хороший человек, а ему постоянно хочется кого-то унизить, кого-то избить, причинить кому-то боль. Вот такие люди идут работать, вот сейчас такие люди идут работать в Росгвардию, в полицию, еще в какие-то Ну да, органы. да. Да, то есть они не идут туда для того, чтобы там раскрывать преступления, чтобы помогать, чтобы защищать слабого. Это нет. А вот идут именно вот за этим. Почему у нас сейчас в органах и так много вот таких вот садюк, и почему там швабрами насилуют где-то на зонах заключенных? Вот они просто находят в этом свое вот освобождение. Ну, я М, думаю, не все, Не не все, нет, не все все, там, конечно, не да. все, Просто нет. Есть люди, поведение которые, человека во да, многом зависит от среды обитания. То есть конечно, они вот есть в этой люди, среде находятся и приходится мгм, адаптироваться, и потом уже к этому привыкают и считают за норму. мгм. Ну, наверное, да, у кого-то совесть угнетает за такие поступки, но они все равно делают обязаны. А так, да. Ну, война это вот, рай для садистов. Да, да, да. Да, рай для садистов, и да, вот с этой точки зрения как бы не вот эту спецоперацию нашу не рассматривал, но надо подумать как-нибудь на досуге, да, что там в головах у людей, которые все это затевали. Ну, прям кто затевал, вряд ли у них там какие-то садистские наклоны. Там, скорее всего, больше как какая-то обычная игра, чтобы завоевать новую территорию, то есть там уже нет какого-то сострадания к народу, ну им Мгм. все равно, это просто Ну да, расход есть энергии. какой-то азарт. Да, да. Просто все ищут там какие-то э, смыслы для себя, но Мгм. там обычно а, потешить свое тщеславие, выиграть какую-то войнушку, там, не знаю, Мгм. победить президент другого страны. Да, такая, да, игра. Ну ладно, было приятно поговорить. Спасибо тебе Да, за такой интересный, содержательный разговор, за мысли, которые нужно будет потом отдельно подумать. Ну вот, книжку почитаешь, найдешь. да, я как-нибудь Мгм, на досуге мгм, прочитаю, мгм. постараюсь. И Хорошо. тебе Ну, спасибо. мгм. Всего Всего доброго. До доброго. свидания. Спокойной ночи. До свидания. Ну, вот такой интересный разговор. Ну, он из разряда таких смысловых. Вот. Мне нравятся разговоры, когда меня как-то провоцируют, когда ставят такие вопросы, на которые я не сразу нахожу ответы. Вот. Я уже рассказывал в предыдущих своих трансляциях, что я имею большой опыт работы на телефоне доверия. Я работал с 2007 по 2012 годы. Ой, 2014 год. До 2014 года я работал на телефоне доверия. И, конечно, это огромная практика, это такая вот помогающая миссия. И даже вот в этом, вот в этой чат-рулетке я вижу как раз это. Вот я-то сейчас использую ее для того, чтобы, ну, как бы такое, как бы заполнение паузы, развлечения. А люди, которые на другой стороне, значит, провода, так скажем, да, они неспроста
берут эту чат-рулетку, их все равно что-то мучает, какая-то проблема, друзья мои. Потому что для развлечения можно найти массу других способов, чтобы удовлетворить свои какие-то вот такие вот потребности. А человек, который хочет услышать другого человека, он всегда несет в себе какую-то проблему, даже не осознавая это. Вот нас это всегда, нас готовили всегда на занятиях, на наших консультациях, супервизиях, всегда об этом говорили, что неспроста. Даже если какой-нибудь там ребенок звонит и начинает какую-нибудь нести лабуду, то все равно язык его говорит одно, а мысли у него совсем другие. И настоящий опытный психолог-консультант, он всегда всю эту лабуду быстро-быстро-быстро разгребает и должен нащупать именно ту проблему, с которой человек позвонил вот именно отсюда. Это и талант, и профессионализм. И давайте еще раз попробуем. Может быть, сейчас будет самый интересный разговор в нашем стриме. Сейчас небольшая реклама. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Саша, а вас как? Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Как вечер коротаете? Ничего, отлично. Вот один, валяюсь на диване. Угу. Так коротаю. А вы? Ну, я вот хочу с кем-нибудь поговорить на какие-нибудь темы интересные. Пока, правда, сам не знаю. Может быть, вы что-то предложите? Может, вас что-то сейчас очень-очень сильно беспокоит? Да нет, меня ничего не беспокоит. То есть Не знаю. полный расслабон, Угу. диван, Ну, удобная подушка, да. и ни о чем не хочется думать. Ну, на данный момент, да. Все вокруг спокойно. Хочется просто расслабиться и забыться. Мгм. День был напряженный, наверное, да? Вообще-то, да. Какие-то проблемы приходилось решать трудные? Угу. А вы не психолог, случайно? Нет. М, Значит, этот прокурор. Нет, ну, я журналист вообще по профессии, но не практикующий. Я сейчас ничего не пишу, нигде не работаю. Я на пенсии вообще. М, понятно. Как живете? На что живете? Пенсию получаю. М, Понятно. Ну, один, что ли, живете? Нет, у меня семья. Семья, 2 дочери, жена. Просто сегодня я по стечению обстоятельств, один. Мгм. Вот. Ну, я вот таким образом, развлекаюсь. Коротает. Да, тоже коротаю вечерок. Понятно. Ну, а у меня нету семьи, я один. Не один? Нет, я один. Ну, понятно.
Ну, что сегодня у вас было самое, может быть, приятное вот за день? День большой, он уже кончился, и о чем остались приятные воспоминания? Пришла зарплата. Мгм. Самое радостное событие. Ну, неплохо. А я сегодня написал стихотворение. Вот для меня это тоже Можете почитать. Можете почитать. могу, но оно может вам не понравиться. Да прям-то. Почему? Оно Откуда политическое. узнать? Оно политическое. Политическое. Не, политики я не понимаю. Ну, может быть, поймете, тем не менее, я могу его прочитать все равно. Ну, если можно, Мгм. буду рад. Опять весна на белом свете, а в душах наших холода. Опять на фронте наши дети, и в чей-то дом вошла беда. Путин, что ж вы, Путин, ну как же жить мы дальше будем, когда утихнут ураганы, и кто излечит наши раны? Мне жалко неньку Украину, она же мать нам и сестра. Теперь огонь там и руины, а в лицах ненависть и страх. Путин, что ж вы, Путин, ну как теперь дружить мы будем, когда утихнут ураганы? Кто исцелит им эти раны? Сегодня в мире неспокойно, и миру снова нужен мир. А кто за кровь, за смерть, за войны, пускай идет, стреляет в тир. Путин, что ж вы, Путин, на мир нагнали столько жути, так пусть утихнут ураганы, и пусть падут навек тираны. Не читайте вы хорошо. И стих-то хороший, но есть у вас такое, что вот на Россию много дерьма вылили? Такого не пишете? А, Вот. На Россию А много вы считаете? дерьма? Нет, у меня Конечно. есть одно стихотворение 90-х годов еще, я стихи пишу, потому что, ну, понятно, журналист, как-то литература Ну и да. поэзия, оно все параллельно. Вот, у меня есть стихотворение, которое еще в ельцинские годы было написано, но я сейчас его не буду читать. Я про Жириновского писал, еще там что-то. Так что, ну, сейчас не будем о поэзии. Вот, это я уж Ну так. да. Ну да. Ну читайте вы хорошо, конечно. Ну, я стараюсь, потому что, ну, по крайней мере, я учился в университете, и у нас, в Мгм. общем-то, преподавали и литературу, и выразительное чтение. И однажды, знаете, у меня друг Дима, ну, он, правда, потом ушел после первого курса, вот, но мы с ним поучились немножечко. И вот нам выпало читать с ним э, басню «Стрекоза и муравей». Причем Мгм. он был за муравья, Мгм. а я за стрекозу. И вот представляете, а в группе мы были вдвоем только парни, остальные все были девчонки. Вот. Мгм. И ну и что? Надо так надо. И вот мы с ним вышли, и он там, значит, за муравья, как там, и к муравью ползет она. Мгм. А, нет, погоди. Э,
Там, я сейчас вспоминаю слова, там, кумушка, мне странно это, доработал ли ты лето? И я начинаю за стрекозу и говорю, я без труда лето красное пропела. А мне преподаватель говорит, пококетливей. Ну, там вся группа, конечно, рухнула. Ну, я, в общем-то, не заморачиваюсь как бы, я в свое время мечтал быть артистом, ну, где-то сняться в кино, ну, не довелось. Но зато здесь я почувствовал себя как на сцене, и, ну, надо пококетливее, так я пококетливее. Я ему там... В общем, я был хорошей стрекозой. Да, вот так вот. Ну, чё, хорошо, когда есть что вспомнить. Да. Понятно. Ну, ладно, продолжайте отдыхать. Было очень Ладно, приятно с вами давай. поговорить. Мне Да, тоже. очень приятно. И Спасибо. я даже не думал, что я сегодня стихи буду свои читать. Вы первый, кто их услышал. Еще и... Спасибо, приятно очень. Спасибо вам, удачи. Всего доброго. До свидания. Ну вот, друзья, видите, какой интересный разговор состоялся. Просто с человеком, который лежит на диване. Просто лежит на диване. Ладно. Ну, как бы сейчас уже, если вы хотите, уже можете ложиться спать, потому что я смотрю, вопросов никаких нету, никто со мной на связь не выходит, а вы можете со мной выйти на связь, вот если вы сейчас в моем чате, в чате моей трансляции нажмете ссылку и выйдете. Кстати, вот Сухов тут выходил, товарищ Сухов. Вот, но я не нажал, потому что был занят разговором. Если вы сейчас еще, товарищ Сухов, меня смотрите, то попробуйте, может, у нас получится с вами разговор. Вот, если хотите, чтобы я продолжил в рулетку звонить, то тоже напишите. Вот, в принципе, я могу сейчас и английским заняться. Вот мне в приват-чате как раз Алексей Сухов написал: «Саша, ау». Вот. Я ему тоже напишу «ау». Вот, но, к сожалению, я был занят разговором и не смог ему ответить. Вот. Так что, друзья, можете написать. Вот. Ну, английским я, наверное, еще позанимаюсь. Сейчас еще один звонок. Уж больно как-то интересно. Просто мне всегда интересно, на кого я попаду, кто там будет, что за человек. Давайте еще раз. Опять реклама. Ну, понятно. Бесплатно. Сейчас вот же они до этого не разговаривали. Чебурека, LCP, Намбрей, Пирс, это вроде фейки. Алло. 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 Мы с вами не общались уже? А то как-то второй раз попадать не очень хорошо. В одну и ту же воду заходить. Вряд ли. Сомневаюсь. А? Я недавно зашел. Общались мы уже, да? Да не разговаривали. Разговаривали или нет? Да нет, ну ты глухой. Нет. Да, глуховат немножко. Мне же уже 57. Ебать, пенсия. Ну да, ты угадал, я на пенсии. Ничего, что на ты? Капец. Да не, ничего. Нормально. Ну, как а вообще? У тебя есть дети? Ты о детях хочешь поговорить? Да, дети есть. И А не... сколько?
Но у меня 2 дочери, одной уже 22 года, а второй 14. Паспорт А, получила недавно. а сколько у твоего отца было детей? 4. Одна девочка Ага. умерла. Вот, видишь, это бэби-бумеры. В смысле? Не понял. Ну, поколением бэби-бумеров. Них Чье? Отца поколение? Ну, отца твоего, которые в СССР выросли. Хотя ты и сам, видимо, там частично в СССР. Ну да. Нет, ну я бы сказал, вот мой дед, вот это был бэби-бумер, потому что у него было, сейчас скажу, так, у него было сколько братьев-то? Так, Иван, Николай, Виктор, Гавриил, Мефодий, Юрий. 6 и одна дочка. Вот это вот бэби-бумер, понимаю. Нихера себе. Прикол. Ну да. Ну, Ну, я занимаюсь типа, генеалогией, как раз составлением родословной. Это очень все интересно, конечно. Это такая наука, что вот, чем дальше в историю, тем у тебя больше родственников. То есть вот смотри, у человека сколько обычно бабушек и дедушек? Вернее, родителей 2, а бабушек и дедушек уже 4. А прабабушек и прадедушек уже 16. Вот. И вот так, чем дальше в историю, у тебя больше там про дедов и про бабок, там их потом уже сотнями, понимаешь? Ну вот так вот, в геометрической прогрессии. И все, жизнь каждого важна. Если кто-то из них бы выпал из этой цепи, то ты бы не родился. Вот так вот. Как сказал Артур Шопенгауэр, он говорит: гляжу на собаку и думаю, сколько же собак было, сколько же собак прожило на свете и миновало всяких там болезней, смертей, чтобы вот эта собака сейчас стояла передо мной. Понимаешь? То есть мы, ты... Да, это все, смотри, я понимаю, да, Мгм. твое удивление, но это все обесценивается тем, что это имеет каждый. Вот если бы, допустим, сколько нужно было бы сложиться событий, вероятность, чтобы ты появился. Да, вероятность очень маленькая, но тем не менее мы все есть. Мгм. Соответственно, эта вероятность у каждого, поэтому это все обесценивается, типа это никого не удивляет. Да нет, мне кажется, все равно рождение каждого человека – это чудо. Я понимаю, что даже чтобы я родился, это сколько там должно было вот событий свершиться, вот, и в жизни моих родителей, чтобы именно как они были предрасположены к рождению ребенка, плюс потом, чтобы физические возможности позволяли, плюс чтобы беременность наступила. Это, ну, и вдруг раз и я. Это чудо. Ну, называй это как себе удобно. Ну, я вообще такой человек, склонен удивляться вообще жизни, солнышку, даже вот моему смартфону, через который я говорю, для меня это, знаешь, чудо. Такая маленькая коробушка плоская, которая вмещает в себя вообще компьютер, телевизор. Я могу с любой страной переговорить, любую страну увидеть могу. Это вот ты знаешь, здесь Ты есть из еще... 17 века? А? Ты путешественник во времени, я понять не могу. Ну, наверное, да. Есть такая программа, приложуха такая, Bigo Life называется. Ну, это тоже, что и чат-рулетка, вот как мы сейчас с тобой говорим, только там все завязано на видео. Вот. Там можно выбрать любую страну, и там просто много, ну, вообще там, если честно, много женщин, которые как бы себя предлагают,
чисто вот показать за деньги. Вот. Но дело не в этом. Я как-то этим особо так не интересуюсь. Вот. Но мне интересно, что с точки зрения, так скажем, антропологии и этнографии. То есть вот, допустим, как отличить колумбийку от какой-нибудь бразильянки? И вот я захожу в Колумбию, да, в страну, и смотрю там вот это, в чат тыкаю, и там сразу тебе появляется где-то штук 10, ну, человек 10 женщин. И ты смотришь на их черты, какие они. Если нажать, допустим, в Бразилию, там будут, и ты реально отличаешь уже. Ты на этих 10 посмотрел, смотришь на 10 бразильянок, они совершенно другие. Если там Перу или там Индия, это вообще, конечно, отдельный разговор. Вот. Вот даже вот с этой точки зрения мне вот эта программа интересна. Вот. А еще... Странно, тебе интересно, в принципе. Да. А еще там есть такая функция, это коллективный разговор, когда один какой-то спикер говорит, ну, там видно, он большую площадь занимает, и, допустим, там человек еще 4-5 в маленьких квадратиках, и если квадратик свободен, там есть такая функция, кнопочка, написано «Войти», ты туда входишь, и у них появляешься. Можно даже куда-то там и к англичанам, и к американцам, и хоть куда зайти. Вот. И вот ты там появляешься, и на тебя там смотрят. Кто такой, что за мужик появился? Вот. Ну, вот так вот. Можно там затеять какой-то разговор, если ты языком владеешь. Если, конечно, я вот английским плохо владею, поэтому меня никто не понимает, я ничего не понимаю. Меня быстро оттуда выпирают. Вот. Но вообще интересно, забавная штука. Ты как чурки в чатах. Что? Ты как чурки в чатах. Не понял. Как Смотри, есть чаты в Телеграме, Ага. да? Мгм. Возможно, ты к этому еще не пришел, а зачастую люди из рулеток переходят в эти чаты потом. М. Значит, и там люди, они общаются, ну, либо вот как в видеочате, но там, если ты не включаешь камеру, тебя не видно, если включаешь камеру, тебя видно. М. В видеочате общаются, там собирается, да, какое-то количество людей, либо можно писаться просто вот в... Ну, вот я про Телеграм говорю, Мгм. да, либо с текстом. Ага. И вот я состою в 2 чатах таких, и там вот в основном почему-то ребята, которые такие, ну типичные чурки, они быстро отлетают в бан. То есть есть администраторы, которые создали этот чат, они следят за каким-то порядком, вот. И они зачастую их отправляют в бан, потому что у людей такая очень дикая культура. То есть они резко на все реагируют. Они осуждают те вещи, которые осуждать, в принципе, не стоит. Вот. Понятно. Слушай, понял. Вот одно время как-то бум целый такой был, какая-то еще была программа, как-то она Club называлась, Club. Там собиралось до 5000 могла быть группа, то есть там лекции можно было целые проводить. То есть один спикер вещает, и его до 5000 человек могут слушать, и даже возможность там, значит, поднять руку и тоже выступить со своей какой-то репликой. Вот. А потом что-то там ее то ли блокировали, как-то там она не получилась, что ли. Что-то с ней там произошло. И оказалось, потом писали, что, оказывается, Telegram тоже имеет такую же функцию. Вот ты, по-моему, про нее и говоришь. Да. Ну, я пока не знаю, как. Надо найти тоже какие-то такие группы интересные. Ну,
Ну, я не знаю, вот у нас в Телеграме тут, до 32 человек могут сидеть одновременно в видеочате, М, а микрофонов свободных, я не знаю, ну, штук 8, наверное, могут мгм, мгм. говорить вот, одновременно. Но есть же для этого Discord, он как-то более специализирован, но, к сожалению, мы сейчас обитаем в телеге, поэтому Ну, понятно. уже Слушай, привыкли. а вот как, ну, я, наверное, разберусь. Там, наверное, Ага. ничего такого сложного нет. Я погуглю, на Ютубе поспрашиваю, как вот в эти чаты выйти А, в Телеграме. смотри. Самый простой способ есть, значит, можно забить в поисковике, то есть там чаты Telegram. Мгм, Тебе выдаст сайт с рекламой этих чатов. То есть там мгм, они, кто прорекламировал, вот, можно туда заходить. мгм, Я могу тебе подсказать наш чат в телеге, вот, в котором... мгм. Как он называется? Я сейчас разговариваю с тобой через него. То есть у нас есть аудио, у нас есть бот-мост, вот, который подключен к рулетке. Я с тобой через него разговариваю. Тут есть еще другие люди. Например, есть Владислава. Владислава, скажите что-нибудь. Здравствуйте. О, здравствуйте. Да, Владислав. Очень приятно. У вас такое редкое имя. Ну да, есть такое. Мгм, Обычно меня Слава называют. мгм. А я как раз вот у меня сейчас в чат рулетки, наверное, уже, ну, 5-й разговор, ну, такой более-менее продолжительный, и ни одной женщины не было. Вот, поэтому Приятно очень слышать. приятно услышать женский голос. Не, на самом деле, вас приятно слушать, вы столько чего-то знаете, рассказываете. Это приятно. Мгм. Не просто тупиз какой-то, а на самом деле очень приятно слушать умного, И образованного. я бы с удовольствием к вашей группе, к вашему чату присоединился. Только вот как его У тебя найти? есть Телеграм? У тебя есть Телеграм? Ну, у меня сейчас и Телеграм есть, да. Так вот, смотри, ты в поисковике Мгм, напиши кириллицей, русскими буквами, мгм. julia.rf. Вот. Соответственно, это тебя перекинет на сайт, и с этого Мгм. сайта перекинет на Телеграм-канал. Мгм. И вот ты Да. к нам присоединишься, и все, пожалуйста. Хорошо. Если я присоединюсь к вам, вы меня узнаете по нику. Я обычно в сетях под ником Альбатрос. Так что Мгм. увидите какого-то залетного Ну, альбатроса, это буду я. Хорошо, вот, будет. да. Мгм. Так А что... как вы часто собираетесь? У вас какие-то определенные есть часы, дни или так случайно чисто? Да не, у нас просто ну, как бы, когда захочешь, Мгм. заходи, как бы, Мгм. по-разному. Мгм. Ясно, хорошо. Так что да. Ну, Мгм. хочу с вами сейчас уже расстаться. Спасибо, было очень интересно с вами поговорить, особенно почерпнуть что-то Да, новое да, для себя. Вот, и я записал себе Жуля РФ, так что я обязательно найду, и, возможно, мы еще увидимся и услышимся. Мгм. Хорошо. Всего Давай. доброго. Счастья, здоровья. До свидания, Владислава. До свидания. Вот, видите, как, оказывается, можно еще и через Телеграм общаться, еще и там видео, и вот. Приятно, что меня находят очень хорошим собеседником, а предыдущий парень вообще меня расшифровал. Сразу говорит: «Вы психолог или прокурор?» А я немножко и тот, потому что я на юриста учился, поэтому я, как бы, видимо, ну, скорее всего, его, так скажем, меня выдала, моя способность, задавать вопросы. Вот. Не каждый человек может задавать вопросы. Так. В наше время не нужно стихи о Путине и о Байдене прочитывать. Почему?
Пушкин, он писал в свое время тоже про царей, про всяких. И нормально, чё. А я Байдена, кстати, тоже уважаю. Дело в том, что Байден такой человек очень такой доступный. У него есть Твиттер, и он в Твиттере часто пишет какие-то свои замечания. Да и сам Твиттер тоже такая хорошая платформа, что там большие посты не приветствуются, а несколько фраз можно писать. И я Байдену тоже что-то писал в ответ. Ну, он порой что-то напишет. В Твиттере есть, кстати, переводчик текста, там можно перевести все в автоматическом режиме. И если вы хотите свою реплику на его какую-то слова, то, пожалуйста, вот я этим тоже пользуюсь. Я хочу вам сказать одно. Я родился позже всех событий, я старовер, но в детстве как-то раз на подсознательном уровне тошнило от ККР. Что такое ККР, я не понимаю, а старообрядцев я очень, очень уважаю. Христос посреди нас. Так приветствуют друг друга старообрядцы. Христос посреди нас. А ответ есть и будет. И, кстати, почему только старообрядцы? Вот у нас в Забайкалье, в Забайкальской епархии, сейчас там правит митрополит Дмитрий. И вы знаете, он ввел такую традицию в храме, в кафедральном соборе, на литургии. Он вот так вот произносит такое приветствие. Христос посреди нас. И весь храм отвечает ему: есть и будет. А потом он призывает всех христосоваться. И все, кто вот рядом стоят люди, и надо этого человека, вот, который справа от тебя, его надо трижды поцеловать. Потом слева от тебя стоящего тоже трижды поцеловать. Вот такая интересная традиция. Я не знаю, конечно, вот пандемия сейчас внесла, наверное, свои коррективы, а вообще было очень интересно. Я там был один раз на службе, потому что я сейчас живу в Анапе, у нас здесь такой традиции нет, а вот в 2019 году я ездил в Забайкалье, и там, вот, когда видел это, мне было очень-очень удивительно. Так, час ночи, друзья мои. Так никто ко мне и не дозвонился по моему вот этому, по этой ссылке, которую я вот сейчас еще раз даю. Вот сейчас 6 человек меня смотрит, и если вы хотите, нажмите, то мы с вами поговорим, пообщаемся вживую, вот так вот на экране моего на экране моего канала. Вот. Ну что, давайте. Нет, как-то, наверное, не хочется. Или еще один вопрос? Ладно, хватит. Сейчас английским займусь. Сейчас вы посмотрите, как я занимаюсь английским. Ну, я особо-то ничего не буду говорить. Pat. Они похлопывают друг друга. Вот это и есть pat. Вот это английский! Здравствуйте! Мы будем работать с адаптированной книгой Sherlock Holmes: A Scandal in Bohemia. Погодите. Pat. Шиш. Это что-то вроде блин, елки-палки, шиш. Вот это английский. Всем привет. Сегодня четверг, а значит, пришла пора английского по мультфильмам. Сегодня мы заканчиваем первую серию Gravity Falls. Узнаем развязку с такой небольшой тайной, опять она будет. Также увидим, какой необычный подарок выбрала Мейбл. И расскажу вам, как сказать «за счет заведения».
Это за счет заведения. Если вам интересно, смотрите это видео до конца. Boyfriend turned out to be a bunch ignoring your advice. Было дальше. Наш первый отрывок на сегодня. Hey Dipper, I'm sorry for ignoring your advice. You really were just looking out for me. Oh, don't be like that. You saved our butts back there. Guess I'm just sad that my first boyfriend turned out to be a bunch of gnomes. Look on the bright side. Maybe the next one will be a vampire. Oh, you're just saying that. Awkward sibling hug? Awkward sibling hug. Pat, pat. Ну что, давайте разбираться. Hey Dipper, I'm sorry for ignoring your advice. Hey Dipper. Эй, Диппер, I'm sorry for ignoring your advice. Я прошу прощения, мне жаль, что я игнорировала твой совет. Ну, то есть он ей совет. I'm sorry for ignoring your advice. Мне жаль, что я игнорировал ваш совет. Не связываться с гнома-зомби, она его не послушает. I'm sorry for doing something. Как выражение. Hey Dipper, I'm sorry for ignoring your advice. You really were just looking out for me. You really were just looking out for me. Ты действительно, и тут у нас past continuous время, да, поэтому мы здесь не можем там дословно перевести, поэтому это будет делал что-то, но действие продолжительное или временное, например. В данном случае она говорит про конкретную ситуацию, поэтому она здесь использует past continuous, потому что эта ситуация длилась какое-то время, и она хочет это подчеркнуть, да, что вот на протяжении этой ситуации you really were just looking out for me. Ты действительно всего лишь присматривал за мной, ну то есть пытался обо мне позаботиться. You really were just looking out for me. Looking out for me. Looking out for me. Присматривал за мной. You really were just looking out for me. В общем, все так просто. Ну, вот так вот я занимаюсь английским. То есть это мультик Gravity Falls. Вот, на канале. Вот это английский. В такой доступной форме, почти что игровой, можно пополнять знания лексики и грамматики, плюс еще и произношение, и еще узнавать какие-то интересные вещи. Ну вот, друзья, значит, мы сегодня с вами интересно провели время, поговорили, почитали стихи вот из этой вот книги. Это моя книга, стихи. Я сегодня прочитал еще стихотворение, которое сегодня сам написал, и мы пообщались с несколькими интересными собеседниками, и к тому же я еще узнал, что есть такое интересное сообщество Жуля РФ, и я обязательно туда зайду. И на этом, друзья мои, моя трансляция заканчивается. Моя трансляция заканчивается, друзья мои. Всего доброго. Я удивляюсь, что... 12 комментариев. Откуда? Подождите. Так. Ольга Брызгалова. Я в Анапе. Ольга, очень приятно. Извините, я чуть-чуть не ушел, с вами не попрощавшись. Так. Куда только люди не стремятся замазаться, убегая от реальной жизни, это подмена какая-то. Это не подмена, я не считаю, что это подмена. Это общение, ну пусть оно не живое, но сейчас в условиях коронавируса, он ведь никуда не делся, это у нас коронавирус так приучил. Вот. А потом это очень хороший способ и времяпровождения, и познания других людей. Я бы хотел, но я спать
на работу. Вам добра. Спасибо. Скунс. Пока. Простите, я подумал, вы из Украины, нац. Нет, я русский нац. Русский нац. Лина, почему замазаться? Ольга Брызгалова, тут уже пошло это. Ну так извините, да, пожалуйста, вы ни в чем не виноваты. Всего доброго вам. Спокойной ночи. Где посмеяться? Главное себя простить. Ржи. Смешное слово, правда, ржи. Над пропастью поржи. Простил. Замазаться – это образное выражение, которое означает сидеть в интернете, в соцсетях, чатах и тому подобное. Я не слышал вот такого. Я слышал залипнуть. Залипнуть. Оно как бы так тоже. Замазаться – это как бы немножечко как бы испачкаться, к чему-то прислонившись. А вот залипнуть – это именно вот как муха в меду. По-моему, лучше, конечно, залипнуть. Ну, часто общаются, в основном просто сидят пока. Нет, я кирпич. Ну вот все пообщались. Очень приятно, что в моем чате люди находят возможность еще пообщаться между собой. 6-й человек присоединился. Привет. Привет. Вот я рад, что ты зашел. Вот правда. К сожалению, я сейчас сам уже закрываю трансляцию, но я очень рад, что ты зашел, дорогой мой друг. Если хочешь, напиши сейчас что-нибудь. Какой-то вопрос я еще ради тебя, вот человека, который сейчас только зашел, ради тебя сейчас еще здесь задержусь и отвечу на твой вопрос. Так. Я не уходил. Было 5 человек, 6-й зашел. Я к 6-му обращаюсь. Когда следующий? Не знаю. Дело в том, что я могу хоть каждый день проводить, но были бы темы. А вообще приятно, что вы коротаете со мной время. Это была я, Ольга Брызгалова. Ну, понятно, все. Тогда, друзья мои, пока-пока. Сейчас я включу свою конечную заставку, чтобы потом сделать там эту... нет, она не получится у меня. Угу. Ладно, ничего страшного. Все, тогда всем пока. Спасибо, что вы были со мной. Спокойной ночи всем. Мирного неба. И пусть Бог благословит завтрашний ваш день. Ждем. Спасибо. Ну вот вы просто меня бальзам в душу льете. Пока, Ольга. Вы продолжение сейчас требуете, но давайте лучше завтра. Все-таки мне еще надо английским немножко позаниматься. Вот, минут 20. Чаек еще попить. Поэтому до завтра. Ну, не буду обещать, по настроению. Пока-пока. Всем пока.